Тайвань – это когда думаешь, что едешь просто на остров, а в реальности попадаешь и в мегаполис, и в джунгли, и в горы, и к океану. И все это за одно путешествие. Всем привет! Привет! Это сочный, мощный выпуск про Тайвань! Тайвань – это остров, о котором мы почти ничего не знали, пока не объехали его весь за 20 дней на машине. И теперь это одно из самых ярких путешествий в нашей жизни. Необычные природные явления, лучшие пляжи, инопланетные отели, атмосферные города и яркие мегаполисы. Тайваньская кухня с ароматами, которые не забыть, чего мы только не пробовали. Храмы, традиции и великолепная природа. Окунемся с головой в море, а потом погрузимся в реликтовый лес. Расскажем, почему здесь лучшие дороги в мире и как далеко по ним можно уехать. Увидим, как растет один из лучших чаев на планете и, конечно же, научимся его правильно пить. Итак, один выпуск – целый остров. Как вы уже поняли, мы отправляемся в увлекательное путешествие по Тайваню. И для этого нам понадобится автомобиль. За 21 день у нас получилось 33 тысячи тайваньских долларов и за страховку еще 9 тысяч тайваньских долларов. Ford Focus готов к приключениям. Кстати говоря, багажник вроде бы как нормальный. Нам должно его хватить. Проверим. Вот так влезет, так не влезает. Значит, сделаем вот так боком, получается. Поставим раз. И вот сюда два. В машине пахнет какой-то ромашкой. Ну, хорошо, что хоть не вонючим тофу. Здесь висит этот пакетик с травами. Я думаю, что его надо убирать. Депозит не взяли, поэтому рычаг вперед и погнали. Наше путешествие по Тайваню начинается с северного побережья. Здесь дикие пустынные пляжи и, честно говоря, купаться особо негде. Но все равно круто, что у жителей такого шумного мегаполиса, как Тайбэй, есть возможность за час вырваться к морю. Просто посидеть на берегу, вдохнуть соленый воздух, послушать волны и перезагрузиться. И мы должны были это увидеть. Вот такие вот есть места здесь, не очень популярные. А есть вот такие пляжи с удивительными природными ландшафтами. Этот пляж находится в самой северной точке Тайваня. И здесь даже проложена такая вот дорожка вдоль мыса, которая ведет к маяку, самому северному маяку на Тайване, соответственно, точке. Тайваньцы, так же как и китайцы, мастера облагораживать места. Шикарные парки, тропинки, все так ухожено, приятно гулять. Миссия выполнена! Самая северная точка Тайваня посещена! Чем дальше уезжаешь от столицы, тем дороги пустее. Как видите, да? Один байк едет, вот еще один, ну и пара автомобилей. Очень комфортная езда. А дальше по побережью располагается заброшенный отель в виде футуристичных зданий и инопланетных тарелок. И все это с видом на пляж, где вообще 2 человека всего на падлбордах гоняют. Но знаете, я вот так иду, посмотрите, это вообще ни на что не похоже. Казалось бы, да? Ну, как будто бы вроде какая-то разруха такая, тайваньская. Но я даже не знаю, с чем сравнить. Вот какая-то необычная картинка. Вот вам не кажется? Посмотрите. Очень клево. Здесь
Здесь расположены несколько футуристичных домиков, не только в форме летающих тарелок, но и квадратных конструкций. Эти здания были частью амбициозного проекта по созданию курортного поселка в стиле научной фантастики, который, однако, так и не был завершен. Домики Футуро были разработаны финским архитектором Матти Сураненом в 1968 году. Изначально они предназначались для лыжников и представляли собой круглые сборные конструкции из стеклопластика, напоминающие летающие тарелки. Благодаря своей модульной конструкции эти дома можно было легко транспортировать и устанавливать практически в любом месте. Внутри находились 2 спальни, гостиная, кухня и ванная комната. Как эффектно здесь выбито стекло. Все уже заросло травой, но вот сюда вроде бы как можно пройти, и нам за это ничего не будет. Ну-ка, заглянем. Очень много стекол. Много стекол, кстати, много чего не вынесли, да, смотри. Кухня почти целая, в целом можно заняться и восстановить. В принципе, как у нас в Девяткино в ванной. В целом, как у нас квартира, да, очень похоже. Мы же так же живем с Лизой. Потолки вот немножко восстановить, и можно здесь отдыхать бесплатно, прямо на берегу моря. Вау! Пока что здесь самый шикарный вид. 2 тарелки стоят. Прикольно. Итак, смертельный номер. Каскадер Витя Джан. Добро пожаловать на тарелочку. Так, что у нас тут внутри? Ну, тоже разруха. Тоже разруха. Дерево уже такое разложившееся. Такой ржавый гусеничный трактор стоит. Возможно, на нем сюда доставляли гостей. Здесь прям... это не... Я думала, это матрас, это дверь выломанная. Прикинь. Ой, здесь прям очень все в плохом состоянии. Итак, давайте представим, что мы гости этого отеля, когда он еще работал. И вот мы такие поднимаемся по лестнице в свое дорогущее эксклюзивное жилье. Савадика! Савадика. Здесь уже выломана дверь, чтобы мы могли зайти и посмотреть. О, так ты поняла, что здесь было-то? Это, походу, даже не номер. Похоже на бар какой-то, да? Или ресепшн. Или ресепшн. Вообще, да, видите, такой круговой диван идет. Здесь как будто бы была зона ресепшена. Видимо, это было главное здание здесь. Хотя нет, ну-ка. Блин, туда не провалишься куда-то? Опасно, да? Что-то очень опасно. Очень опасно, но мы аккуратно пройдем. Чуть не провалился. О, так вот это местечко, где люди спали когда-то. Даже остался матрас. На удивление, да? Вот так все смотрится. Здесь, видимо, была рабочая зона. Так, дальше заходим вот сюда аккуратно, главное не провалиться. Тут получается гардероб, шкаф. Ну и тут туалет и ванная с раковиной, пожалуйста. Обалденно, да? Столько всего сохранилось. Может даже туалет принять в целом. Ой, там еще вход. Господи, так здесь все про этот. Как будто сейчас провалюсь. То есть сквозная дверь вот сюда идет. Так, здесь попадаем мы в комнату, видимо, для детей. То есть дополнительная детская комната. Так, двигаемся дальше. Осторожно. И по кругу выходим вот сюда в гостиную. Так что все-таки это был номер такой круговой. Однако, несмотря на инновационный дизайн, проект столкнулся с трудностями. Необходимость подключения к электричеству и водоснабжению, а также рост цен на пластик в 1970-х годах сделали массовое производство нерентабельным. В результате многие из этих домов были заброшены, включая те, что находятся здесь, на Тайване. Еще один пример, когда восстановили здание. Вон там все разрушенное уже. Опа! А здесь новенький. Не знаю, законно это или нет, но один из всех домов кто-то здесь отреставрировал и живет мужичок. Там внизу что-то делает, вот прямо на берегу. А мужичок-то непростой. У него здесь Тесла под козырьком. Видимо, дал кому-то на лапу. Буквально в 5 минутах от заброшенных тарелок находится место, которое нельзя пропустить. Вход платный, стоит 120 тайваньских долларов с человека. Очень красивые билеты. Проходим по такой дороге, которая буквально окутана деревьями в тенечке.
Чтобы вам было понятно, что из себя представляет данный парк, это каменный выступ туда в сторону горизонта на 2 километра. И здесь ветер, воздух и волны творили чудеса природы, которые мы сейчас вам покажем. Вот это красотища! Впервые вижу что-то подобное. У нас было много во время наших путешествий национальных парков, но чтобы вот такую красоту сотворила природа, мы видим впервые. Ой, это хвост кита! Да, хвост кита тоже. Хвост кита, вообще красота! Как будто, знаете, такие каменно-песчаные грибы. Получается такая своеобразная ножка гриба, а сверху шляпка, если можно так сказать. Но главное место, самое топовое здесь, находится вон там, в конце мыса, до которого идем по живописной каменной тропинке. Масштабы парка не передаются ни на фото, ни на видео. Посмотрите, какая маленькая я и какие масштабы всего лишь одного кусочка. Потрясающее место, это топ. Тайваньцы очень любят фотографироваться, поэтому на все самые топовые места именно всегда очередь стоит на фотографии, на съемку видео. Вот мы тоже встали в очередь. Ну вот на то место, ради которого мы сошли. Это голова королевы на тоненькой-тоненькой шейке. Давайте попробуем ее поцеловать. Попал? Почти. Почти, ну блин, ну как есть, с первого раза. На выходе нужно пройти через обильный китайский рынок. Первым делом бросается в глаза огромное количество сушеной рыбки. Все дают, все можно попробовать. А если понравится, то покупаешь себе уже огромную упаковку. Тут и кальмары, и рыба. Такой огромный выбор. Само собой, можно купить себе вот такую вот королеву на полочку поставить. Да и в целом, как видите, сувениров ого-го, очень много. Разнообразные вкусняшки. Здесь был куплен классный брелок, вот такой bubble tea. Смотри, какая прелесть! Чай, который мы с вами уже пили, вообще, да? И там какой-то мишка, котик, непонятно кто. И это все брелок для ключей, вот такой подвес, обвес. Но в основном здесь, конечно, изобилие рыбки. Разная рыбка, засушенная, вяленая и так далее. Та самая капуста из музея, если вы еще помните, даже здесь продается. Вееры, если вдруг стало жарко. Конечно же, магнитики. Дедушка меня уговорил, говорит, попробуй моей жижи, будешь жить 150 лет. Не знаю, зачем мне столько жить, но попробовать решился. Пробуем, ребята, пробуем. Все-все. О, это самый главный изыск рынка. Это улитка. Господи, боже мой, я даже есть такое, честно говоря, ребята, не буду. Я надеюсь, что он там в центре не живая. Хороший бизнес. Ракушку съел и дальше ее на сувениры. А будка-то оплаты парковки тоже в виде головы. Боже, красота-то какая, а? Стилизация. Оплата парковки, кстати, простая. Просто вбиваешь туда номер автомобиля, он показывает тебе фотографию, которую до этого сделал автомат. Ну все, закидываешь денежку или карточкой оплачиваешь в метро и вперед и поехал, выезжаешь. О, как, все нравится тебе, да? Вообще мне так нравится, так классно. Перед каждым выходом из дома у нас один и тот же ритуал – собрать все, что точно пригодится. Да, у меня тут вода, деньги, очки, пауэрбанк, штатив вот такой огромный таскаю и наш must-have для любых приключений, особенно под солнцем, пантенол спрей со смайликом. Наш тревел-герой последних месяцев. Если перележали на пляже, и это просто спасение. Один пшик и сразу охлаждение, никакой пленки, никакого жжения. Это не крем, не надо втирать, даже если сгорели плечи или спина. Получается вот такая консистенция.
больше похоже на пенку. Подходит даже детям, что уже говорит о высоком качестве и безопасности. Все же пантенол спрей со смайликом – это лекарственное средство, произведенное в Европе. Ну и баллончик очень большой, надолго хватит. Короче, если вы много путешествуете, особенно под солнцем летом, то кидайте в сумку не только зарядки и камеры, но еще и пантенол спрей со смайликом. Ссылочку на него оставим под видео, обязательно берите с собой. Въезжаем в место, где мы будем сегодня ночевать. В самые горы забрались, серпантинная дорога. Поднимаемся. Жена получила новые навыки вождения. В шоке просто, смотрите. Горный серпантин, автобусы, все на китайском. Дорога вдоль берега. Примерно 30 минут мы ехали, привела нас в горный городок. Город здесь необычный, находится в горах, и с парковками огромная проблема. Мы оставляем машину на территории храма, платная парковка. Будет машинка здесь всю ночь стоять, а нам с чемоданами сейчас нужно пройти по лестницам к отелю примерно 400 метров. Да, ради красивых городов, где нужно провести минимум 2 ночи, приходится вот такими делами заниматься. С чемоданами по серпантину таскаться. У меня такое ощущение, что ты в монахи сейчас уходишь. Смотрите, она с чемоданом уходит в монастырь. Такие дороги здесь пустые. Вы когда-нибудь заселялись с чемоданами где-то высоко в горах? Примерно вот в такой город, ребят, напишите в комментариях. Это что-то невообразимое. Настоящая тайваньская сказка. Это 100% наше самое красивое заселение за все время путешествий. О, да, не зря мы сюда ехали. Заселились. Это еще не наш номер. Это буквально вот номер здесь, а здесь типа такая гостиная всеобщая и шикарные панорамные окна. Видно все пространство. Обалдеть. Это закат. А теперь номер. Нам на заселении дали тапочки. Тапочки обязательно нужно снимать. Наши кроссовки там на 1-м этаже остались. И вот такой вот номер. Оу, е. Здесь тоже окно с видом. Видно горы. Значит, здесь получается душевая зона, туалет. Так, тут у нас раковина, зеркало. Ну и вот она сама спальня. Кондиционер имеется, картины, поставили чемоданы, телевизор, рабочее место, чай, кофе. Это что такое? Увлажнитель. Увлажнитель воздуха. Вот это уровень. Уже, конечно, стемнело все. Завтра с утра вам будем все показывать. Выползаем знакомиться с городом. Мы уже опять в кроссовочках, а тапочки вот сюда вот на 1-м этаже ставятся. То есть у каждого номера есть своя полочка. Зацените, какая классная зона ресепшена. С шикарной вазой династии каких-нибудь Минь. Выходишь из отеля и сразу попадаешь на атмосфернейшие улочки этого города. Не сказал бы, что это улочки, это улицы-лестницы. И вот такие вот дикие подъемы вверх, дикие спуски вниз, налево, направо. Обожаю такие места. Очень колоритно, атмосферно. Дальше все идет по нарастающей. Чайные домики с видом на море, красные фонари, запах уличной еды, звон чайной посуды и крики туристов, теряющихся в переулках. Сюфень как будто застыл во времени, но при этом дышит атмосферой и историей. Когда-то в эпоху династии Цин это была изолированная деревня, где жило всего 9 семей. Каждый раз, когда с побережья доставляли товары, чай, еду, ткани, они просили 9 порций одного и того же, чтобы хватило всем. Эта привычка была настолько устойчивой, что фраза «9 порций» «цюфень» стала ассоциироваться с местом. Со временем она и закрепилась как официальное название деревни.
История города тесно связана с добычей золота, и первые упоминания об этом датируются 1430 годом. А далее, в 1890 году рабочие обнаружили чешуйки золота при строительстве новой железной дороги. А в 1893 году на здешних холмах был обнаружен богатый россыпью район, где добывали несколько килограммов золота в день. В результате золотая лихорадка ускорила превращение деревни в город и достигла своего пика в эпоху японского владычества. В 1989 году вышел «Город скорби» Хоу Сяосяня. Съемки проходили в Цюфене, и фильм прославил поселок. Цюфень снова стал популярным в 2001 году из-за сходства его улочек с центром города в японском аниме-фильме «Унесенные призраками». Цюфень быстро стал популярным среди японских туристов. Путеводители по Тайваню назвали его must-visit местом, и с тех пор он стабильно входит в их маршруты. А какие уютные здесь кофейни с известными героями мультфильмов японских. А это знаменитая чайная Амэй. Это вот такое вот многоуровневое здание, расположенное на склоне, с деревянными балкончиками и красными фонариками. И по легенде, именно она вдохновила образ банного домика в фильме «Унесенные призраками». И, естественно, на чашечку чая мы обязательно должны заглянуть. Поднимаемся. Заняли местечко прямо на террасе на втором этаже. Потрясающий вид. Такой сет на человека в этой чайной стоит 350 тайваньских долларов. Входит 2 чая, мы взяли холодный, можно также выбрать горячий, и 4 вида закусок. Смотрите, как все мило. Чашечка приносится уже наполовину налитую. Вот такое вот блюдечко миниатюрное. И здесь сам чай, холодный, там лед. Попробуем, что тут у нас за сладости. Какой-то сухофрукт с костью внутри. Ой, холодненький чай. В этот жаркий день идеально заходит. Чая, конечно, столько не напьешься. Очень маленький чайничек, зато холодный. Так, возьмем теперь эту зелененькую. Ой, она развалилась. Такое солнышко. Похоже на какую-то печеньку. Да, это печенька. А это что за песочная... Ой, опа, желешечка. Желешечка в печенье. Так, а это у нас водоросли, похоже. А, нет. Это тоже печенька. Вот это да, здесь чай подливают сколько хочешь. Вот это меня удивили. Спасибо. Значит, чашечки не такие уж и маленькие. Стоит ли это потраченных денег? Ну, если честно, такое себе. Ну, зато, наверное, ради атмосферы стоит прийти, и потому что место само по себе культовое. Но если честно, и без чая, и без этого кафе вид с любых точек шикарный. На выходе из чайного домика можно прикупить себе сувениров. Такие красивые здесь полочки, и чай, и магниты, и разные статуэтки. Все хочется скупить, но нельзя, потому что все отправится на Авито. А в 350 тайваньских долларов еще входили вот такие вот подарочки, 2 открыточки с видом чайной. Пока мы сидели, попивали чай, вы посмотрите, что происходит на улице. Народ весь откуда-то выполз, из отеля, что ли, или кого-то привезли. Смотрите, все улицы превратились в реку из людей. Главная пешеходная улица Цюфень Олд-стрит. Такие шикарные, роскошные едальни с огромным количеством еды. Такие вот шарики. Какие-то фишбол, наверное. Желающих очень много отведать. А какие здесь оригинальные, классные магазины со своей собственной продукцией. Здесь, например, все из дерева.
Там, где много народу, там обычно или вкусно кормят, или, скорее всего, какая-то дегустация, наверное, да? 100%. Вот, смотрите, видите, дегустируют чай и какие-то сухофрукты. В общем и целом, это гигантский рынок. Вот слева, справа разные виды развлечений, вкусностей. Можно все попробовать, понюхать. Ну, как бы и магазины есть даже. Вот сумочки, Ну пожалуйста. Да. И люксовых брендов можно себе прикупить, тайваньских. Тайваньские булочки с сочными начинками. Изделия из керамики. Мужичок вручную все это разрисовывает. Здесь же можно купить и попробовать традиционный тайваньский пирог из ананаса. Попробуем. Раз это блюдо, так называемое, входит в топ блюд, которые нужно попробовать. Это очень вкусно. Нежнейший ананас и потрясающее тесто. Чая не хватает теперь. Помогите, спасите. Течением просто по этому рынку несет, никак не выйти никуда. Я пошел дальше. Какие же шикарные здесь и яркие лавки. Вот тот случай, когда сувенирная продукция идеальная. Вот идешь, и глаза разбегаются. Ну вот все хочется приобрести, но, к сожалению, на Авито я больше не хочу возвращаться. К сожалению, Смотри, да. какие потрясающие тыковки. Я считаю, что мне такой подарок подойдет. Я понимаю, да, Круто, но на Авито я больше никогда не вернусь. С меня хватит. А это местечко для алкоголиков, потому что тут наливают саке попробовать. Вот такие вот бутылочки, 8% алкоголя, вино из сливы. А вот это что-то покрепче, 59,5 градусов. Свежие кальмары и улиточки на гриле. Клубничка и томаты в сахарном сиропе. А какая здесь аппетитная лавка. Тут и грибочки невероятных размеров, и курица, и рыба в кляре. Все такое яркое. И огромные гигантские кальмары вот такие вот тоже в кляре. А это, я так понимаю, целый магазин с кошечками. Они там и лапками машут. И просто вот так вот красиво сидят. Это произведение. Фэншуй, да? Максимальный фэншуй. Но вся милота этого места в том, что здесь не только искусственные киски, здесь для настоящих кисок приготовили еду. Улица очень длинная. Здесь можно просто одуреть. Еще можно наесться, пока идешь, и напиться чая, что-то попробовать. Я в шоке. Женщины делают соф вручную, это как подвеска. Она говорит, что ее мама делала соф, и она делает соф. Все полностью вручную. Очень красивые и яркие. Не знаю, что тут они такое расфасовывают, но смотрится все это не очень аппетитно. Но у них на это есть патент, даже вот какая-то награда. Но чтобы купить даже одну штучку, нужно отстоять в очереди. This is red bean. This. Многие лавки – это производство чего-то, что передается из поколения в поколение. Мы очень не понимаем, в чем мы купили. Вот, то есть Что-то из зеленых бобов. То есть, да, вот у этих ребят… Господи, что это? Я не знаю, что это. Это очень странный вкус. Это разбирают пачками по 10 Сейчас меня штук. стошнит, если честно. Это зеленые бобы. Короче, как будто вот снаружи тянучие бобы, а внутри как будто бы какая-то рыба засушенная, вот, нарезанная кусочками. И в труху перемолотая. Очень странный вкус. Хотя, если приживаться, вроде бы съедобно. Необычно. А это как раз таки то, что вы сейчас крупным планом видели, когда они там это все ляпали, стрепали и доставали. Выглядит просто отвратительно. О, Господи. Это какие-то таро? Что Да, там? таро, шарики таро.
Спасибо за покупку, держи. Виталик хоть и выплюнул, но есть в городе вот такое вот местечко, самое популярное, где готовят как раз-таки эти шарики Таро, и это национальный десерт, очень знаменитый и популярный. Кадр называется «Найдите Виталика на этом видео». Кто найдет, получит вкусный шарик Таро на ужин. На улице огромное количество мест, куда можно зайти поесть. Я уже напробовался там всего непонятного и, честно говоря, больше не хочу рисковать. Поэтому берешь, заходишь в кафешечку, где можно заказать себе сашими, японская кухня, и наслаждаешься. Но также у нас на столе есть еще и традиционные пельмешки, тайваньские блюда. Сяолонбао, конечно же, и трава. Это лучше, чем есть что-то неизведанное там на этих улицах. Друзья, Тайвань – это как другая планета, поэтому мы с Виталиком всегда чередуем путешествия в других странах и поездки по России. Мы часто пользуемся Яндекс.Путешествиями. Это надежный сервис от известного бренда, которым каждый месяц пользуется более 28 миллионов человек. Огромный выбор отелей и квартир и выгодные предложения. Есть варианты от 999 рублей в сутки на любой вкус. И найти выгодный отель так же легко, как поставить лайк этому видео прямо сейчас. Смотрите, выбираем город, ставим даты, сортируем по цене или рейтингу, читаем отзывы, смотрим фотки. Выбор сделан, все забронировано, все, отдых спасен. А еще в приложении есть вкладка «Моя поездка» с вариантами досуга, прогнозом погоды на даты поездки и полезной информацией о месте вашего путешествия. Ну, чтобы мы точно знали, когда брать зонт, а когда плавки. И, кстати, «Моей поездкой» можно делиться с теми, с кем вместе отправляетесь в путешествие, чтобы все могли смотреть детали бронирования и вместе выбирать, как провести время. И ловите бонус, скидка до 20% по промокоду LEGKO7C. Пользуйтесь. Если вы тоже планируете летний отпуск, не тормозите. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Бронируйте на Яндекс.Путешествиях отели и квартиры на выходные и летний отпуск со скидкой через Яндекс.Путешествия и отдыхайте легко, как мы. В центре города находится как будто бы площадь, и здесь находится старейший театр. И также здесь одно интересное местечко – это музей монстров. Там можно пофоткаться со всякими страхолюдинами. А на втором этаже этого музея один из самых популярных ресторанов, старейших, где можно отведать вкуснейшую местную кухню. Именно в этом кафе на втором этаже снимался культовый тайваньский фильм «Город скорби». Во многих странах на заборы вешаются замки, а здесь на заборы вешаются вот такие вот открыточки. Видимо, тут нужно написать свое желание. Со всех частей города идеальным образом просматривается все побережье, вдоль которого мы вчера с вами на автомобиле ездили и все места вот эти вот показывали. Плотненько перекусив, мы решили исследовать окрестности, и вот мы уже в автобусе. Автобус нас привез в горный городок Китанг, и я в шоке от инфраструктуры здесь. Это как вообще? Везде горы, все разлиновано, везде идеальнейший асфальт, вот это вот инфраструктура. Во времена японского колониального правления этот город был центром жизни для тысячи шахтеров, работавших на золотых и медных рудниках. Улица, построенная вдоль горного склона, служила основным жилым районом для рабочих и их семей. В период рассвета здесь проживало до 80 тысяч человек. И здесь все напоминает об этом. Например, вот такие вот тележки, искусственно созданные с золотом. На входе в город находится храм.
построенный более 120 лет назад. Он посвящен почитанию Гуаньгуна, китайского бога войны и справедливости. Здесь находится самая большая в Тайване бронзовая статуя Гуаньгуна высотой 10,5 метров. И это делает храм важным религиозным и культурным центром региона. В отличие от Цифэня, здесь нет шума, нет толп туристов, размеренная обычная жизнь, тихие спокойные улочки, умиротворение. Как это работает вообще? Один город процветает, и там толпы туристов, а другой абсолютно тихий, находится в 5 минутах от другого города и такой, знаете, полуразрушенный уже. Зашли в кофейню, а оказалось, что это дом местной жительницы. Вот она сейчас у вас на экранах. Заказал себе американо. Обалденно сделано. Обувь обязательно снимается. И вот здесь можно присесть и отведать, ну не только кофе, можно и чай, поесть себе заказать. Но самое прикольное, что, смотрите, мы вот здесь вот сидим, да, а вон там у нее находится спальня. То есть, когда все гости уйдут, когда стемнеет, она здесь спит. То есть, это реально рабочий дом. Действительно, как у бабушки на даче. Такая мебель старая, знаете. Даже ароматы такие же. И аромат такой же, да. Даже кружка соответствующая. То есть, знаешь, по-домашнему, по-деревенски. Американо. Очень классное, атмосферное место. А еще я в шоке от нашей активности. И это все один выпуск. Столько мест. Кто смотрит на этом месте, помашите в комментариях нам, пожалуйста, чтобы мы знали, что это не просто так. А люди, которые писали, что здесь нечего делать, в шоке сидят. Первым делом мы решили посмотреть панораму на Южно-Китайское море. Если честно, поражает количество мест, которые можно посетить, потому что если открыть карту Google, там вот так вот все понатыкано, ты не знаешь, куда идти. Все места красивые, все хочется посетить. Это для перфекциониста просто ужас и кошмар, то есть для меня, потому что я хочу посмотреть все. И опять не без подъемов. Вау, какая красивая китайская беседка. Эти люди определенно знают толк в отдыхе. С уверенностью могу сказать, что Тайвань не для тюленевого отдыха. Если вас уже тошнит от Таиланда, обязательно приезжайте за разнообразием. Потому что вроде бы и Азия, но в то же время и что-то свежее. Новый глоток воздуха. Обратно возвращаемся также на автобусе. В этом городе нам осталось отведать только чайную церемонию, прямо перед закатом. Я думала, я разбираюсь в чае, пока я не пришла сюда. 3 страницы в меню. Это все чай, названия, и они разного года выпуска, они разной стоимости. Это все чайные церемонии. Мы сейчас выбрали, ну, просто можно сказать, наугад. Посмотрим, будет вкусно или нет. На Тайване чай не просто напиток, а целая философия. Хотя истоки чайной церемонии уходят в материковый Китай, именно на Тайване традиция получила особое развитие. Здесь популярна церемония гунфу-ча, что в переводе означает «чай с мастерством». Это не торжественный ритуал, как в Японии, а скорее искусство раскрыть вкус чая на максимум в кругу друзей или семьи. Заваривание происходит в несколько этапов, как раз то, что вы сейчас и видите, с акцентом на аромат, вкус и даже форму чайной посуды. Все делается медленно, с уважением к каждому движению. В этом и есть суть тайваньского подхода – не спешить и наслаждаться моментом. Владелец нарисовал такую картину, дают в подарок. Нам отсыпали примерно 30 грамм чая, и остальное мы можем забрать домой. Здесь на баночке нарисована жена владельца, которая пьет чай. По-моему, это очень мило. Так, давайте попробуем первую чашечку чая. Мне очень нравится, вкусненько.
Теперь чай готовлю я. Берем чайничек, немножко держим его, да. Наливаем горячую воду, переливаем в чай и закрываем завариваться. Окей. Чем дольше держим, тем, соответственно, чай будет крепче. Переливаем в другую чашечку. Чай готов. И чай разливается по маленьким чашечкам. Интересное, конечно, развлечение. И стоит недешево. Человечек пришел, показал нам, грубо говоря, весь процесс переливания из одного сосуда в другой. По сути, обычный чай. Но может быть и необычный, может просто не разбираюсь. Но вкусный в целом. После заката начинается настоящая магия. Город загорается огнями, вспыхивают сотни красных фонариков, и Цюфень превращается в живую декорацию из старинной сказки. Мы просто ходили по этим лестницам мимо чайных и фонарей, впитывали в себя эту фантастическую тайваньскую романтику. Утро наступает быстро, и мы уже спешим дальше по маршруту. По пути заезжаем на Золотой водопад, который получил свое название из-за уникального золотистого цвета воды, который возникает благодаря присутствию в воде сульфидов и минералов, таких как золото и медь. Этот водопад как напоминание о том, что Цюфень не только исторический, но и природный уголок Тайваня. Вообще, вокруг этих гор, в которых мы сейчас находимся, очень много таких вот маленьких городков. И мы забрали машину свою, заплатили 600 местных тайваньских долларов за парковку и выехали из отеля, приехали в следующий городок. Находится он не очень далеко, может быть, примерно километров 30, называется он Шифень. Знаменит своим водопадом и тем, что здесь запускают фонарики. Собственно, у нас есть несколько часов, чтобы это все попробовать и посмотреть. Вокруг каких-то значимых достопримечательностей всегда есть информационный центр. Это здание, где можно посмотреть всю информацию, обычно есть карта, также можно сходить в бесплатный туалет, можно припарковаться, естественно, парковки есть как платные, так и бесплатные, и можно купить даже кофеек, потому что сделаны кафешки. В общем, вся инфраструктура, а мы вот по такому подвесному мосту двигаемся в сторону водопада. Какие здесь крутые, роскошные мосты. Это уже второй мост подвесной, прогулочный, а вокруг какое все зеленое. Вот он, красавчик, главный водопад в этом городе. Такой потрясающий вид открывается с смотровой площадки. Шумный, мощный. А вообще этот водопад часто называют тайваньской Ниагарой, потому что он широкий и многокаскадный. В очередной раз поражает то, что достаточно просто запарковаться на платной парковке, а все остальное абсолютно бесплатно. Все эти парки, которые мы вам показывали в этом выпуске, все бесплатно. О, падающий фонарь. И вон там наверху, как видите, их очень много. Нам тоже нужно запустить. О, сейчас просто автобус его размажет. После водопадов мы двинулись в сам город. И здесь установлена такая конструкция в виде небесного фонарика. Потому что в этом городе это самая узнаваемая и трогательная традиция. Все сюда приезжают в основном, чтобы запустить фонарик.
И, конечно же, сувенирная продукция здесь тоже в виде фонариков. Я не знаю, как вы, а я в шоке уже от этой еды. Мне кажется, она уже ночами нам снится будет. А опять эти бесконечные рынки. В каждом городе, куда ни приедешь, везде рынки еды. Запуск небесных фонариков в Шефене – это не просто туристическая забава, а целый ритуал, связанный с надеждой и мечтами. Вообще, раньше фонарики использовали как сигналы безопасности в горных деревнях. Со временем это переросло в традицию загадывать желания, и все происходит прямо здесь, в центре города, на главной станции, где ходит поезд. Очень много людей хочет загадать свои желания и отправить их в космос. Схема здесь следующая. Все происходит прямо на железнодорожных путях. Встаешь в очередь, берешь себе воздушный шар, ну и, собственно, запускаешь его в небо с прекрасными пожеланиями и своими мечтами загаданными. Предлагается, получается, 4-цветный фонарик 250 и 8-цветный фонарик 350. Каждый цвет обозначает там удачу, здоровье, благополучие. You walk in forest and take this, no? 2 days or 3 days we'll recycle and Really? $10 for me. Далее мы заходим в помещение самого магазина, и здесь нужно кисточкой с чернилами расписать свой фонарик. Каждый цвет, у нас их 8, я напоминаю, обозначает что-то. Например, желтый обозначает деньги, вот здесь специальная инструкция есть. Желтый обозначает деньги, благополучие. Нужно написать пожелание, связанное с этим, что я, например, хочу быть богатым. Все пишут на китайском, я иероглифов не знаю, поэтому мы будем расписывать фонарик на русском языке. Если и писать свои мечты, то неадекватные. Значит, $1 миллион каждый месяц. Нормально вообще зарядило. Ну, как-то вот так вот получилось. Короче, если мечтать, то по-крупному. Дальше заполняем зону про здоровье. Оранжевая зона про отношения. Белая зона про будущее. Все перевернули, и нужно еще 4 зоны заполнить. Так, ну что, погнали? Все написано. Все мечты, все желания. На русском Он языке. спрятался, чтобы это. It's okay, you can do. No problem, yes. Yes, yes. Все мечты, желания написаны. Вокруг 8 штук. Сейчас будем запускать наши желания в космос и во Вселенную. Вот такой огромный, получается, фонарик. Класс. Фонарик нам подожгли. Can go? Могу отпускать? Ну все, пусть все желания сбудутся. Все фонарики полетели вон туда, а у нас другая траектория, смотрите. Он в Россию полетел. Какой-то у нас другой жизненный путь. Куда, интересно, он собрался? Хороший, ребята, бизнес себе устроили. Посмотрите, целая фабрика по запуску шариков. Все уже так установлено, чтобы было удобно их расписывать. Орёт на них, отпускайте! Кстати, именно в этом городе примерно в феврале проходит фестиваль небесных фонариков. И также самое масштабное действие происходит на Новый год. Вы просто представляете, что здесь творится прямо между улочками? Здесь, наверное, вообще все стоят, сначала расписывают, а потом запускают одновременно эти фонарики. Это очень круто. И финалочка. Проезжающий поезд. Да. О. Вот он, максимально живой контент. Попрощавшись с небом, усыпанным желаниями, мы сели в машину и поехали дальше, навстречу новым открытиям. Ну какая же красота. Поехали дальше, вот такой вот городочек. Остановились с видом на горы. Дорога свободна и 7-Eleven. Давайте там что-нибудь закупим. О-ла-ла, здесь продается. Между прочим, 7 такой же, как мы вот привыкли в Таиланде. Огромный выбор всего.
И что самое главное, здесь есть те самые треугольнички и разная еда быстрого приготовления. Это то, что нам надо. А вот здесь, если честно, выбор-то даже гораздо больше, чем в Тае. То есть столько разных готовых блюд. Вот, любые макароны и рис с разными ингредиентами, курица, рыба. В таких упаковках. Здесь работает Apple Pay. Тут у нас варятся яйца в соевом соусе. И получается, вот это вот все тоже можно брать, накладывать себе. Вот сосисочки имеются, там какая-то картошка и на кассе оплачивать. Итого, что мы взяли? У Лизы вот такие вот пельмешки. Это гёдзе. Написано пельмешки в супе. Пельмешки в супе. Само собой знаменитые треугольнички. Но они немножко не треугольнички здесь. Квадратики получается, да? То есть Здесь квадратики. Готовится так же, но это квадратик. Еще у меня вот такой десертик, дыня нарезанная и вот такой вот напиточек вкусный. Я взял себе вот такую историю. Здесь у нас получается говядина. Дальше идет омлетик. И там снизу все это с рисом, по-моему, прям идеально, смотрите. Все перемешиваешь, очень сытно. А еще, чтобы точно наесться, взял вот такие яйца. Здесь их в упаковочке 2, добавляешь яйцо, белочек, и отличный получается обед. Каждое яйцо отдельно упаковано. Попробуем после ресторанной еды, каково это есть 7-Eleven. Очень даже не дурно. Дешево получается и сердито. Но пельмешки, конечно, отличаются от тех, которые мы ели, и приготовлены просто такой, знаете, перекус. Протестируем квадратик. Вкус Таиланда. Вкус треугольника. Вкус квадратика. Завершаю я свою трапезу таким напитком. Прочитала это специальный напиток, чтобы поддерживать углеводы, которые эквивалентны одной рисовой чашке. Написано, это ресурс энергии для занятых людей и атлетов, чтобы они были готовы к работе и соревнованиям. Я водитель в этой поездке. А пассажиры питаются вот так. Им тоже нужно очень много энергии, чтобы снимать выпуски на YouTube. Буэна. И прямо здесь капучино. И прямо здесь с Севеном находится пляж. И я так понимаю, судя по этому медведю, это пляж для серферов. Вот даже есть серферская станция для аренды досок. Народу не так много, но, как видите, люди имеются. Вон там 2 человека загорают и девчонки идут. В воде серферов не замечено. Пляж называется Джунцзяовань. Если вам это о чем-то говорит, то можете приезжать серфить. Ну а мы едем дальше, просто заглянули. Следующая остановка – крупный мегаполис. Итак, Тайчжун – второй по величине город Тайваня, который находится в центральной части острова. Алло, новый выпуск? Разгружайте лайки! А если без этих шуточек, то, ребята, это же телефонная будка, в ней есть телефон, он работает, и там еще и бесплатный Wi-Fi. У нас что-то такого я не припомню. Какое же огромное количество зелени во всех тайваньских городах. Прям вырви глаз, такие яркие, мощные, насыщенные зеленые цвета и оттенки. А какие яркие трансформаторные будки, чтобы не портить атмосферу города. Здесь, так же как и в Тайбэе, очень здорово развит общественный транспорт и работают те же самые карточки, которые мы купили уже в Тайбэе. Вот они, наши золотые. В Орле и Решка была золотая карта, а здесь золотые карты – это именно на метро. Купил и кайфуешь, с удовольствием пользуешься местной инфраструктурой. Стоим в очереди на автобус. Автобусы очень комфортные, есть кондиционеры, и чтобы посмотреть вообще, какой вам автобус нужен, нужно пользоваться картой Google. Выстраиваете маршрут от точки до точки, и он пишет, какой общественный транспорт, метро либо автобус вам подходит. Очень удобно. Сердце города – это один из самых старейших парков Тайваня.
Он был построен еще в 1903 году во времена японского правления и до сих пор сохраняет свое очарование. Здесь очень зелено, красиво, приятно пахнет, свежо. И местные, так же как и туристы, приходят сюда для того, чтобы погулять и насладиться природой. А в центре парка очень красивое живописное озеро. И там даже есть лодочки, можно поплавать, но не в такую жару. Сегодня где-то около 30, мы просто на коротенькой прогулке. А еще в озере плавают черепашки. Вот одна милашка наяривает лапками, а какие-то черепашки просто сидят на бетоне. О, рыба, смотрите, какая проплывает, смотрит на черепаху. Греются, ребята, греются. В японском парке красные японские мосты, соответственно, очень круто смотрятся. Опа! Уточки тоже здесь имеются. А мне прям даже как-то на них смотря есть захотелось. Погнали на рынок. Рядом с парком находится старейший рынок, так и называется Тайджун Second Market. Этому рынку более 100 лет. Когда-то этот рынок был главным местом торговли для японских колонизаторов. А сегодня здесь царит аутентичная тайваньская атмосфера, шум и запахи уличной еды. Здесь можно попробовать классические блюда, такие как рис с тушеной свининой, яичные блинчики, мясные супы и ароматный соевый кофе. Многие заведения работают на одном месте десятилетиями, и местные жители часто приходят сюда поколениями. Приходите сюда, чтобы познакомиться с настоящей местной кухней. Нам очень понравилась вот эта лавка. Все такое необычное. Вроде бы, если уже неделю находимся, как будто бы впервые видим. Получается, вот такие вот квадратики из риса или что такое. Тут можно суп попробовать, тоже какой-то нестандартный, с соусом. Это мне сделали, да? Да. Соусом все полили. Ну, в общем, Google переводчик прямо сюда направляем камеру, он нам все переводит, и мы заказываем. На этом рынке можно снимать фильмы ужасов. Смотрите, я так из мрака выхожу, здесь такой ярко подсвеченный столик. Но мы обязаны были здесь поесть. Что это, пока без понятия. И вкусно ли это. Я готов. Надеюсь, что не траванемся. Итак, первое блюдо. Значит, смотрите. Так, какой-то соус необычный. Господи, он сладкий. Сладкий и острый соус. Сверху идет яйцо. И оно полит тоже каким-то соусом. Угу. То есть это просто жареное яйцо. Дальше мы берем вот тот самый квадратик, который он показывал. Его деликатно нарезают. Вот так он смотрится. Это нормально. Рисовая каша. Как будто рис очень переварен в единую массу. Как какой-то десерт. Но в сочетании с острым соусом придает какой-то необычной пикантности. Короче, попробовать. Блин, слушай, я распробовал. Это очень вкусно. Офигеть. Даже не с чем сравнить. А сосиска? Это она? Да, вот это белая, это сосиска еще. Да ладно. Похоже тоже на рис какой-то. Это точно сосиска? Может, это сосиска из риса? Ну, выглядела как сосиска. Давайте попробуем. Это какой-то прикол. То есть маленькая кожица, как будто бы она из какого-то животного, понимаешь, да? Из какого-то животного. А внутри все напичкано рисом. Очень странная история. Но есть можно. Вкусно, нормально. Такое впечатление, что мы на какой-то помойке сидим. А мне очень нравится кинематографичный кадр. Вот прям, знаете, такой классный. Тебе сейчас свет. сигарету бы, пепельницу, да, знаешь, вот такое вот, типа, Хочешь, здесь сидят, все курят. Так, сейчас супчик, да? Достаю суп, здесь вот такие вот какие-то потроха, вот они. Может быть, чей-то писюн, не знаю. Кстати, нормально, здесь можно. А это, скорее всего, утиная кровь Печень. запеченная. А, кстати, может и кровь. Да. Мне кажется, если бы мне нужно было остаться в этой стране, я бы здесь спокойно выжил и питался бы местной едой. Нормально. Все съедобное. Чтобы вы немножко понимали атмосферу, как это выглядит со стороны. Человек такой огромный. Сидит, ест. Я такое есть не могу, поэтому по старинке выручает в
вьетнамский ресторан, вьетнамская кухня. Вот спринг-роллы свежие, в тонюсенькой рисовой бумажке. Макаем в соус, ну, наверное, остренький немножко. Кайф, да? Проверенный вариант. Вкуснота. И, конечно же, наш любимый суп бобо. Посмотрите, сколько зелени, мяса. Внутри вот такая вот рисовая лапша. О, обожать. Такой наваристый, а? Даже я бы сейчас съел, но уже нельзя. Объелся какой-то дичи на том темном рынке. Считается, что родина Bubble Tea, знаменитого чая с этими шариками черными, именно в этом городе находится. Поэтому мы не устояли. Такая лавка яркая. Посмотрите, разные вариации есть. То есть есть и оригинальная порция, но и разные миксы фруктовые, там овощные. Сейчас будем пробовать. Жарко, хочется именно холодненького. Заведение называется Эд Кофе. О. По 65 такая порция. Так, это твое. Что-то лимонное ты взяла, да? Не угадал, короче. Я чай взяла. Лимонный чай, холодный, тоже неплохо. И там, если вы присмотритесь, желешки вверх поднимаются. Мы видели, спасибо. Можно поставить мой чай на место. А у меня кофейный напиток. Потому что, видите, непонятно что-то внутри. Так. О, и черненькие желешки. Ярко выраженный кофейный вкус и желешки. Никогда раньше не понимал, чем всем так нравятся эти напитки. В Тае обычно идешь, все их пьют, какой-то желе, думаешь, какая-то отрава, зачем это пробовать? А здесь не устояли, попробовали, потому что как бы это именно местное, традиционное, и нам очень понравилось. Теперь, видимо, в Тае буду, как все, тоже покупать. После гражданской войны из Китая на Тайвань в 1940-1950-х годах прибыли солдаты и семьи, которые размещались в специальных военных поселениях. Со временем большинство таких поселений пришло в упадок, и они были снесены. Но есть такое местечко, которое избежало этой участи. Это Радужная деревня. И она была сохранена благодаря одному человеку, Хуану Юнфу, которого еще называли Дедушка Радуга. В 2008 году он начал разукрашивать эти домики. И посмотрите, какая красота получилась. Все это сохранилось, и теперь сюда приходит огромное количество туристов, чтобы насладиться необычной атмосферой. Какая красота, какие краски. Действительно, место очень нестандартное. Хуан Юнфу был последним жителем этой деревни, и, к сожалению, в январе 2024 года он умер. И, как видите, разукрашены здесь не только дома и стены, а разукрашен весь пол, все в красках. Если поднять камеру вверх, то видно современный мир. Вот, пожалуйста, высотные здания, а когда-то просто была деревня с людьми, которые бежали из Китая. Разноцветные домики – это, конечно, очень хорошо, но кого мы обманываем? Добро пожаловать на один из самых больших рынков Тайваня. И сразу же на входе прям смотришь на все это, и просыпается аппетит. Но это, конечно же, шутка, ребята. Что это вообще такое? Посмотрите на это. Это грибочки, смотри, брокколи. Ага, очень аппетитные, да? Но судя по тому, что здесь всего этого очень много в изобилии и люди в очереди стоят, наверное, очень вкусно. Как вообще здесь организованы рынки? Тут также продается и одежда, а вот на этом разветвлении идут лавки с едой. Дальше мы с вами поворачиваемся на перекресток. Еще рынок продолжается. В общем, дикий микс одежда и еда. Вот здесь, например, картошечка фри. И выбираешь себе любой соус. Вот так вот сверху выдавливаешь и вперед наслаждаться. Палаточка хоть и яркая, но подванивает здесь знатно. Что-то очень ароматное. Но вот здесь уже гораздо аппетитнее. Что-то насажено на шпажке, что-то просто красиво разложено. В общем, можно и так есть, а можно себе из всего этого сфарганить
суп и насладиться местной кухней. Все очень яркое. Каждая лавочка старается привлечь внимание. Максимально яркая вывеска, которая еще и мигает. В общем, выбирай, не хочу. Вот молодцы, что подписываются на английском языке. Если были бы только иероглифы, ни черта бы не было понятно. А так подошел, взял себе нужную шпажку и наслаждаешься. Кажется, я нашел то, что хочу. Гигантский кальмар на гриле. Вот выкладывают грибочки, посмотрите на их размеры. Я их еле поднял. Очень тяжелые, мощные грибы. Наши кальмары готовы. И вот таким образом он их разрезал и аккуратненько укладывает в коробочку кольцами. Одна порция кальмара стоит 200. Вот, колечко, пожалуйста. Опа, главное не заляпаться. Шикарно. Да, да, шикарно, реально. Чистый белок. Не экспериментируешь. Очень вкусно. Приготовлено все при нас. А Лиза села себе заказывать сашими. Такая интересная система. Во всех кафе у них распечатано уже меню, и вы садитесь, просто отмечаете галочкой. Есть только чисто на японском, но иногда приносят вот такой вот перевод. Это на английский перевод. А есть напечатанные, то есть есть английские меню. Иногда удобно. бывает. Заполнил, галочки поставил, Да, тебе все отдала. принесли. Да. Ну и как видите, рыбонька вся свежая. Здесь на прилавочке лежит. Сейчас все это Лизе нарежут. Будут наслаждаться морепродуктами. Я сегодня по роллам и суши, сашими. Так классно, что можно прям свежие взять. Вот такие наборчики. Сколько стоит весь набор? Вот все вместе получилось 570 тайваньских долларов. Вообще, что хочу сказать, да, атмосфера очень похожа на тайские рынки, на вьетнамские, тайские. Но здесь как-то, во-первых, все очень чисто. Нет алкоголя, нет девушек легкого поведения. Да, никто не курит, вейпов нет. Никто не курит, никто не пристает, кстати, никто не зазывает никуда. То есть настолько никто тебе не сует вот этот пинг-понг-шоу в лицо. Короче, разврата нет вообще никакого. Да, то есть настолько, знаете, как приличная такая Азия, очень приятно находиться. При этом, я думаю, что вот так вот есть рыбу, да, наверное, полная антисанитария. Короче, ребят, знаете, вот, я бы сказал, это культурная Азия. Мне очень приятно, что здесь нет вот всего того, что вредное. Да, еда может быть где-то в каких-то местах, то есть есть вредная еда, не полезная, но мне очень нравится, что нет бухающих, курящих людей, каких-то неадекватов. То есть все люди очень культурные, и туристы, и местные. Очень приятно гулять по этим улочкам. Вкуснота. То есть, если вы находитесь в Таиланде, например, на Бангла-Роуд, там очень много соблазнов. Разврат, алкоголь, сигареты, трава там у них разрешена официально. Здесь нет никаких соблазнов. И вообще идеальная страна для того, чтобы следить за собой и вести здоровый образ жизни. На закуску шарики тара. Это такие шарики из сладкой картошки. Здесь получается батат и еще какая-то картошка замешана. Вкусные? Вообще обалденно. Без начинки, просто шарики в масле, да? В масле, да, вон готовят. Просто лучше не смотреть, как их готовят. Очень полезно. Кажется, какому-то поросенку сегодня не повезло. Необычные фруктовые наборы. Значит, в тазиках у нас фрукты и овощи лежат, да? И, как видите, вот эта вот девушка сейчас фасует. Разрезает помидорку, да, и внутрь туда что-то еще запихивает. И все это продается в пакетике. Вот видите, уже готово. Можно брать. Это что-то похоже на вообще на оливку. Может, какая-то слива непонятная, да? Там какие-то яблоки в сиропе. И там очень много всего. Зелень какая-то. Интересненько. Масштабы рынка грандиозные. И здесь можно попробовать любую тайваньскую кухню. Слева и справа. Бесконечно. Ну вот, есть даже привычная нам еда. Стейки, ракушечки на гриле, шея свиньи на мощном напоре огня. Кто знает, что это за фрукт? Пишите в комментариях.
Похоже на много слоев воска от свечки. Грибная лавочка с разными сортами грибов. Берете, значит, себе вот такую вот красную мисочку, набираете разнообразные шпажки, прописаны цены, они отправляются на гриль, и вы едите. Чикен-роллы из курочки. Тоже роллы, но уже из свинины. Дымящиеся улиточки. Барбекю из скалистого аллигатора. Чайная станция в виде заправки. Выбираешь себе подходящий вкус, наливаешь в стакан и оплачиваешь. Potato pancake. Огромный пирог из картофеля. Очень вредная курочка в масле ядерном. Смотрится аппетитно, но лучше, наверное, не есть на ночь. Написано, что это данду. Смотрится тоже очень интересно, такое яркое. Там какая-то... Это тушеные груши в сиропе с ягодами годжи и еще какими-то ягодами. Обалдеть. На выходе получается вот такая вот история в горшочке. Кальмаров мы уже объелись. Эх, не дошли вот до этой лавки. Вот это самые мощные кальмары. Просто гигантские. Фруктовая лавка, где готовят шейки. Здесь у нас имеется ежевика, клубника и мощный арбуз. Жареные пельмешки. Гигантские, я бы сказал, фаланги целые краба. Ну, кажется. На самом деле просто крабовое мясо. Маша тебе. Машет нам ручкой, зазывает себе. Возьми моего краба. Чтоб вам не казалось, что здесь одна еда, имеется также одежда, ну и, конечно же, куда без игровых автоматов. Дети играют в непонятные миниатюрные автоматы. Здесь выдаются какие-то вот такие шарики. Это как пинбол, да, это пинбол. Размерчики все XS, мини. Поэтому Лиза себе на свой XXXL ничего не покупает. В некоторых автоматах очень странные игрушки. С обувью также проблем нет. Огромные магазины обуви. Мы вышли из рынка, вот он позади Лизы остался. Но чтобы вы понимали, дальше можно вон туда пойти, потом можно перейти дорогу, попасть на другую сторону рынка. Здесь какой-то ресторан со осьминогом. Просто что творится вообще? Это здесь целая город. улица с разными магазинами. Есть Adidas, Nike и другие бренды. Лиза обожает магазины с пазлами и в целом пазлы, и не могла пройти мимо. Зашла. Магазин пазлов и Магазин игрушек. пазлов. Ты посмотри, это карта Тайваня. А какие еще сегодня красивые? Вот, посмотри, там какие коробки. коты. Они уникальные, посмотри. Ну, железная это даже коробка. я бы купил, вот так конечно. Вот. Тайвань. Такая упаковка железная. Тайвань Railway Station. Кто любит пазлы, наверное, сейчас такие просто у экранов запищали. Мы тоже хотим такие пазлы. А вот такая, смотри, со всеми достопримечательностями. Или храмами, или что это такое вообще. Да здесь еще имеется и второй этаж этих пазлов. Лиза попала в рай, не иначе. Такого выбора дома нет точно. А наверху вот это все картины, уже собранные пазлы в рамочках, просто для украшения магазина. Зачем я это увидела? Я скорее не обрадовалась, а даже расстроилась. Вообще. Потому что ничего это с собой не увезти. Я все равно что-нибудь возьму. Опа, это же знаменитый персонаж. Да, из мультика. Я до Блин, сих такие пор его так и не классные. посмотрел. Такая милота. Все, надо скачать, где-нибудь посмотреть на компе. После таких стран хочется посмотреть аниме. Даже лестница на второй этаж выполнена в таком стиле. О, так это же мы. Смотри, путешественники, два кота. Ну, связано одним шарфом. Один шарф — это один канал и одни зрители. А ведь кто-то по-любому коллекционирует автомобили. Вы посмотрите, сколько здесь их много. Пожалуйста, DHL, трактора, грузовики, фуры, легковые. Все они упакованы вот в такие коробочки. Это огромная витрина. Обалдеть.
красивенькие. Я покупаю себе коллекцию, которых у меня не хватало пазлов в коллекции. Inner Mystic называется. У нас в России уже не продается. В общем, 3 пазла нашлось здесь. Она даже за ним куда-то ездила. Короче, очень круто. Получилось 3 коробки, меньше $100. Даже 4. Еще вот такой вот. Посмотрите на нее. А сказала, просто зайдет посмотреть. В итоге вышла с мешком пазлов. Зашли в Family Mart. Кстати говоря, с деньгами вообще проблем нету. Вот все можно снять с банкомата, с карты. Ну, естественно, с карты зарубежной. Но вот что мне больше всего здесь нравится. Смотрите. То есть вот сюда вставляется флешечка любая, там SD, microSD. Выбираете документ или фотографию и все прямо здесь распечатываете. Не нужны никакие копировальные центры. Оу, какие свежие новые купюры. Вот таким образом везде здесь, на острове Тайвань, выкидывают мусор. Поэтому здесь чисто мусорка едет, играет музыка, и все самостоятельно выносят свой мусор. Нигде нет мусорок вообще в городе. Единичный случай, если можно найти. Какие пупсики, смотрите, стоят прям вдоль дороги, все со своим мусором. Нам с вами до такого менталитета и чистоты, как до Китая раком. Вернулись в наши хоромы, пазлы ставим. Сейчас вы просто обалдеете, где мы живем. Я сам в шоке. Вот за все это мы отдали $100. Получается гостиная, такой приглушенный свет, эротический, романтический. Здесь вот такая локация с кроватью мягкой. О! Сейчас не пугайтесь, короче, я, конечно, вам это показывать не буду. Тут стоит телевизор, я его включил вчера. И там сразу же большая кнопка, на ней написано Adult Films. Я на нее нажал, и что я там увидел, о, мама дорогая, и я понял, для кого этот отель. Лиза просто не знала, хотела меня удивить, она удивила. Дальше такая вот огромная дверь идет, смотрите, вот она открывается. А вы можете в комментариях написать, для кого этот отель. Очень круто все сделано, канаты вот такие подвешены, высокие потолки, из дерева скамеечка. Здесь можно включить воду, набрать огромную себе такую ванну с пузыриками, наверху клетки без птичек, ну, очень большая, огромная, просторная территория, а там еще и пруд, где рыбки, их можно покормить. Это что-то с чем-то. Подсказка, чтобы вы догадались, что же там за фильмы и для кого этот отель. Да-да, самая главная фишка этого жилья – собственный гараж. Вторую неделю едем по острову Тайвань и поражаемся дорогам и дорожной инфраструктуре. Идеальные дороги, гладкие, ровные. Все разлиновано, все полосочки желтые, белые, очень яркие, действительно комфортно кататься. Если с чем-то и можно сравнить, то это как в Соединенных Штатах Америки. Вот здесь точно такая же дорожная инфраструктура, идеальная. Тут такие заправки интересные, вообще выходить не нужно из автомобиля. Девушки сами все заправили. И прямо здесь же Елизавета рассчитывается Apple Pay. Все. Очень дорогой бензин. Мы заправили чуть больше 20 литров и получилось $891 тайваньский. Заправки вот с таким факелом одни из самых популярных на острове. Мы едем по Google навигатору, но есть одно но. Мы в целом уже разбираемся. Вот двигайтесь по 28 километров до вот этой. В целом все понятно. Кстати, здесь все очень спокойно водят. Максимальная скорость 60-80 км в час. 80 это прям на трассе, а 60 по городу. А так 40-50, никто никуда не торопится, машин мало. Очень комфортно ехать. Бабушка стайл довольна. Если сюда дагестанцы приедут со своей манерой езды, наверное, они сойдут с ума. Будут очень нервничать. Недалеко от города Тайчжун находится одно из самых популярных мест на острове Тайвань. Это озеро Солнца и Луны.
Это крупнейшее озеро Тайваня, расположено на высоте 748 метров над уровнем моря. Свое название оно получило благодаря форме. Восточная часть напоминает Солнце, а западная – Луну. Вокруг озера огромное количество мест, на которые можно посмотреть. В основном, конечно же, это природа, классные пейзажи. Заселились мы прямо на берегу озера. Деревня называется Итатхао. И вот это вот здание с зелеными окнами – это наш отель. А отель у нас был прямо с видом на озеро. Можно усесться на подоконнике и насладиться местными пейзажами. Вроде бы уехали куда-то далеко от больших городов с небоскребами, но даже здесь огромное количество людей. Я так понимаю, что это главная туристическая улица этой деревни. Ну и как вы догадались, это не просто улица, это очередная улица еды. Огромное количество еды везде, повсюду. Я бы, конечно, и рад вам сделать обзор этого рынка еды, но мне кажется, достаточно. Погнали лучше на канатную дорогу. На рынок еды лучше заходить вечером, а вот сейчас самое время насладиться природой. Посмотрите, какие дорожки, все это с видом на горы. И какой крутой цвет и свет получаются. Какие интересные конструкции на воде. Похоже на что-то частное жилье. С частной территорией, где, скорее всего, что-то выращивается. Прямо на воде. Вот это здание. Все укутано зеленью. Там, скорее всего, сейчас нужно будет купить билет на канатную дорогу. Купили билеты, стоят 380 на одного туда-обратно. И посмотрите, какой роскошный вид открывается с 3-го яруса этого здания. Как же здесь круто все облагорожено. А вот и сами билетики тоже красивые. Наша кабинка голубенькая. Залетаем. Кстати, все кабинки розовые Сакура с прозрачным дном. Такая яркая канатная дорога, такое спокойствие. Не только здесь, вообще на всем острове. Все без спешки. Умиротворение, наслаждение, созерцание. Там у озера была табличка, запрещающая летать на дронах, но для этого есть канатная дорога. Отсюда можно насладиться озером с высоты птичьего полета. На конечной станции канатной дороги билеты меняются с доплаты. То есть платим еще по 600 тайваньских долларов, и нам дали вот такие вот билеты по 980. То есть 380 мы уже заплатили, и еще плюс 600. Здесь находится один из крупнейших тематических парков. И парк действительно огромный. Мы сейчас вот здесь находимся, причем, что мы прошли уже довольно-таки много, нам так показалось. Нужно дойти до самого конца. Прямо на входе в парк такой красавец, обвязанный ленточкой. Парк разделен на 3 тематические зоны. Первая – это деревня аборигенов. Второе – это огромный парк аттракционов. И третья часть – это европейский сад. Можно представить себя индейцем и пострелять из трубочки дротиками по мишени. Деревня аборигенов представляет собой крупнейший в Тайване открытый музей, где воссозданы традиционные дома и быт 9 основных тайваньских племен. Мы можем наблюдать за ремесленниками, занимающимися ткачеством, гончарным делом и резьбой по дереву, а также участвовать в традиционных танцах и песнях. Очень много таких своеобразных домиков, куда заходишь и обучаешься разному ремеслу. Вот здесь, например, плетут из бисера украшения. Какие челюсти украшают одно из зданий в деревне. Кстати говоря, во все дома можно заходить, но я вам показывать там не буду ничего. Сами приезжайте, смотрите, чтобы вам интересно было. Племенная стоматология. Раньше выдергивали зубы ниткой. В парке можно перекусить. Это я люблю. Туземская еда, вот такой вот сет стоит 280 долларов тайваньских. Это у нас Кока-Кола. А здесь рис в бамбуке. То есть получается вот таким образом открываю штучку. Здесь рис. Получается вываливать надо вот так вот. А, смотри, поняла? Вот он, разламывается. То есть вот таким образом раньше питались племена. И в целом можно прямо из бамбука есть, а можно вот так взять и весь рис это вот сюда вот вывалить
в тарелочку. Ну, получается настоящее тайваньское аппетитное блюдо. Слушай, ну неплохо, смотри, какая колбаса, да? Такой рис. Там внутри какие-то овощи или мясо это. Ну-ка, попробуем. Блин, шикарно. Это очень клевый рис и свиные вот такие шкварочки. Это как развлечение такое, знаешь? Перед тем, как поесть, нужно самому добыть из бамбука рис, колбаску. Остров развлечений очень слабенький и старенький. Здесь есть самое высокое свободное падение в стране, 85 метров высотой, и американские горки «Майянское приключение». Построены они в 1992 году. Реальное приключение покататься на таких. Также есть замок Аладдина, такой супер устаревший, с разными аттракционами внутри, и отдельная зона с водными развлечениями. Ниже яруса мы пришли в зону аттракционов, но, если честно, то зрелище удручающее. Ребят, самый скучный парк аттракционов, к сожалению, в котором я был. Но если не брать в оборот аттракционы, то вот сама зона, вся территория очень красиво оформлена. А в самом низу зона европейского сада. И вот такой вот железнодорожный состав. Вот это другое дело. Вот это уже смотрится очень даже красиво и ярко. Европейский сад был вдохновлен архитектурой европейских дворцов. Он украшен 4 готическими башнями с часами, римским фонтаном и миниатюрным поездом, который ездит вокруг. Также здесь находится что-то наподобие дворца. На обратном пути мчим на Сакуре с прозрачным дном. Воу-воу-воу, уберите от экранов всех, кто боится высоты. Многие думают, что стекло может разбиться, ты полетишь вниз, но нет, оно надежное. А внизу атмосфера не изменилась. Здесь все так же люди ходят, гуляют по тропинке деревянной и катаются на арендованных велосипедах или байках. Вокруг озера все катаются на велосипедах. Есть обычные, есть электрические. Мы взяли себе электрический. Стоит 700 местных. И нам сказали, что заряда аккумулятора хватит на то, чтобы проехать вообще вокруг всего озера, даже не крутя педали. И как видите, здесь место, вот здесь место вообще идеально. Садишься и наслаждаешься озером. Короче, можно и крутить педали, когда в горочку, чтобы велосипеду было легче. А можно просто вот, все, ручку газа выкручиваешь и наслаждаешься. Но скорость такая не очень высокая. Очень удобно. Можно снова посадить жену за руль. Ей же автомобиля мало. Едешь такой, знаете, без рук. Еду на велосипеде без рук. Как в детстве, знаете, хвастаешься. Я научился кататься без рук. У-у-у. Хочешь, я покажу, как без рук? Не надо. Вот тебе не надо показывать, как ты без рук. Какая дорога, да, шикарная. Идеальный асфальт. Это бабка-мобиль. Бабка с деткой взяли электрический байк и едут вокруг озера, педали не крутят. Нет, прикольно. Вы часто задаете вопросы в комментариях и на стримах, а когда будут велопоходы? Ребята, ну вот такие велопоходы, возможно, скоро будут. Вот один из них. Запарковали наш мощнейший байк, и вот таким образом здесь выглядит развлечение. Останавливаешься и ходишь на смотровые вокруг озера. Какие здесь непугливые ящерицы. Просто впритык сижу на нее, смотрю, вообще ноль внимания. В конце нас ждала вот такая вот смотровая, очень красивая гладь озера. Катаются кораблики, на которых можно доехать до островка в центре озера. И такой красивый вид. Никого нет. Спокойствие, умиротворение, как говорил Виталик. Прям озеро для наслаждения и отдыха. Как видите, можно жить и на другой стороне озера. Есть отели, но мы живем в таком центральном городке, где есть вся инфраструктура. Бабка-мобиль доехал. Сейчас нас ждет мощнейшее восхождение в гору. Впервые такое встречаем, но здесь практически все места на острове закрываются в 16-16:30. И очередной подъем, 700 метров на самый верх. Такая дикая влажность вокруг озера.
Ну, собственно, поэтому очень густая яркая зелень произрастает. Шли мы сюда на самый верх, уже все мокрые, ради вот этой пагоды, красивейшей, на самой вершине. На самый верх пагоды можно подняться. Судя по всему, это будет очень непросто. Всего 3 пролета, а какой шикарный вид уже открывается на озеро. Такие цвета крутые. Очень кинематографично. На улице мало того, что влажность, так мы еще идем на самый верх. Кстати, зацените, как думаете, это для чего сделано? Чтобы люди, если случайно упали, не убились? Это определенно самый красивый вид с воздуха на озеро Солнца и Луны. И нам не нужен никакой дрон, потому что здесь он вроде бы как запрещен. Идеальная локация, потрясающая. Такая природа сочная. Пагода была построена в память о матери президента Тайваня Чан Кайши и является прекрасным примером традиционной китайской архитектуры. Едем дальше. Снимаем аппаратуру с подножки. Все. Заводимся. Как вам удобно там, деточка? Прекрасно. Погнали. Ох уж эти идеальные дороги. Прям так намекают. Ребята, вам пора отправиться в Америку, ведь у вас есть виза. Класс! С ветерочком летим. Пришлось Елизавете слезть, потому что аккумулятор здесь уже не тянет. Не такая мощность. Опа! По пути вот такие вот лесенки попадаются, где нужно очень аккуратно съезжать. А я иду пешочком. Здесь вот такие вот красивейшие значки попадаются, китайские. И вся дорожка усыпана цветами. А некоторые ездят с собачками. Посмотрите, как мило. It's so cute. Привет. Столько народу едет, я вообще в шоке. Так вот останавливаются на смотровые. Не, ну здорово. Атмосфера супер. Особенно, когда у тебя байк электрический. Разные фермы. Вот там пагода виднеется. Такие классные, конечно, дорожки сделаны. Вдоль озера и на велике везде можно кататься. Паркуем наш лимузин. И дорожка нас привела на вот такую смотровую, которая, получается, вынесена над озером прямо. Сейчас 12 часов дня, а озеро-то какого цвета стало. Прям такой, знаете, красивый, глубокий, бирюзовый. Очень здорово. Здесь видно пагоду, храм. А вот остров, на который возят кораблики. Кстати, маршрут вокруг озера 33 километра. Нашего велосипеда хватает на 45, как нам сказали. То есть мы можем сделать один полный круг, и занимает это примерно 3 часа вместе с остановками. Отдал пупсику прогуляться с велосипедом, насладиться, так сказать, атмосферой. Посмотрите, такая идет по тропинке деревянной, а вокруг какова красота. А кто-то гуляет вот так вот с песиком в корзиночке. Еще один песик поехал. А есть даже вот такие вот велики электрические для троих. По дороге был 7-Eleven. Мы не удержались, заскочили. И нормально съеда. Купил себе 2 яйца вот отварных, закинул их в рис с говядиной. Все это в микроволновке разогрели. Полноценный обед. И не нужно возвращаться в отель, время тратить. Поел и дальше погнал. Здесь даже обезьяны живут. А также здесь находится один из самых известных храмов Тайваня.
Идеальный вид транспорта. 1 секунда, и ты уже запаркован у храма. О, вот это масштабы. Вот это красота. Такие грандиозные храмы здесь строят, конечно. Собаки, фу. Вот первая здесь слева охраняет. И здесь вторая на входе. Черепаха с головой дракона и лапами дракона держит на панцире вот такую табличку. Не знаю, что написано, но красиво. Иероглифы смотрятся. Можно часами рассматривать убранство храма. Очень красиво сделано. Столько мелких деталей. Красиво. Много разных вариантов мы уже видели, когда вешают желания на забор в виде замков, в виде каких-то таких тряпочек разноцветных. А здесь вот такая вот необычная форма. Смотрите, все золотое, красивое. Тут пишешь пожелания. Храм называется Венву, и он был построен в честь конфуцианских и даосских божеств, а также в честь военных героев. Название Венву можно перевести как «культ культуры и военного искусства». Храм очень красивый, известен своей архитектурой, в которой сочетаются традиционные китайские стили. И, кстати, он состоит из 3 уровней. Грандиознейший храм. Это мы поднимаемся на 3-й, самый верхний ярус. Мы думали, поднимемся, а здесь будет просто смотровая. А здесь Майнкрафт отдыхает. Еще целая такая стена лабиринтом с барельефами. Все это сделано вручную. Это обалдеть. Когда смотришь издалека, как будто бы просто картина, а когда ближе подходишь, увидишь, что это все выпуклое. Смотрите, какая работа проделана вот над этим камнем, чтобы все это так смотрелось. Или это не вручную делается, а уже на 3D принтере печатается? Ждем комментарии знатоков. Это сделано вручную или с помощью современных технологий? Воу-воу-воу-воу. Это какие-то невообразимые масштабы. Обалдеть. Видели, конечно, мы грандиозные храмы, но это произведение искусства. Обычно, когда хочешь куда-нибудь вернуться, нужно кинуть монетку. Для чего кидаются монетки здесь, непонятно, но мы это сделаем. Давай. На барельеф, прямо туда, на дракона. Попадешь? Ну, за Тайвань, за 1 000 000 просмотров. О, попало. Ну вот как можно сделать такой объем руками? Я не понимаю. Самый роскошный вид. Вершина храма и вид на озеро Солнца и Луны. Если вы досмотрели до этого момента, ребята, то эти черепашки фэншуйные для вас. Кто разбирает, а тот разбирается. Дай бог, чтобы у вас в жизни все было очень хорошо. Есть пруд с рыбками, и около него стоит автомат. 10 закидываете тайваньских долларов монеткой. И, наверное, вот так, да? О! Смотри, коробочка с кормом. Для рыбок. Класс! Супер сделано. О, боже! Они такие голодные. Столько голодных ртов, посмотри. Палец им в рот не клади, засосут. Такие смешные. Идем в трек к лягушкам и расскажем, почему здесь везде изображение лягушек и даже их здесь едят. А нам точно туда надо, потому что там обезьяны, змеи и пчелы. Вот те самые лягушечки. Уникальная скульптурная композиция. Их здесь 9 штук. Они аккуратно сидят друг на дружке и показывают уровень воды. Сейчас видно только 7 лягушек. То есть это такой своеобразный индикатор уровня воды в озере. Когда уровень воды высокий, лягушки скрыты под водой, при понижении уровня воды они становятся видимыми и привлекают сюда туристов. И это не просто скульптура, это символ экосистемы озера, который нам напоминает о важности сохранения водных ресурсов. Ребята, обратный путь, конечно, ливанул дождь. Это мы так до города добираемся. Помогите!
На лягушек можно не только посмотреть, но и попробовать в единственной лавке в городе. Заливаются лягушечки вот в такие вот формы, уже приготовлено тесто, и потом готовые насаживаются на большую шпажку. Вот это пирамида. Сколько штук там их? 9. 9 лягушек. Такая Очень тяжелая. Просто даже такие так... красавчики. Ну, конечно же, это дело нужно отведать. Казалось бы, просто тесто. Женщина придумала такое развлечение, и эта лавка единственная в городе. И нормально она, видимо, зарабатывает. Пробуем. Это шикарно. Это как оладьи, знаешь, на завтрак. Не хватает только какого-нибудь шоколада. Вафельки, да? Да. И чая. Очень вкусные, обалденные. Лягушки — это, конечно, хорошо, но пора отправляться дальше, потому что впереди все самое красивое, все самое интересное. Наше путешествие только начинается. И прямо сейчас мы мчим по серпантинной дороге где-то в горах. Вокруг невероятное количество зелени, все такое пестрое, яркое, дома местных жителей. И вот здесь как раз-таки уже цивилизация заканчивается. Все города, все мегаполисы остались позади. Впереди только природа. Заехали в какую-то лютую деревню, еле припарковались и идем пешком к водопаду и мосту. Как же я обожаю вот подобные места. Так здесь колоритно, такая атмосфера и такая тишина. Местная жизнь. Белье живет лучше, чем большинство людей, ребята, посмотрите. Оно сушится с видом на горы. Судя по этим ребятам, которые налево хороводом поднимаются в гору, мы с вами на верном пути. Такая зелень, я не могу остановиться. Надеюсь, вам через камеру передается. Прям вот такая вообще... Тропический рай. Там такая все зеленая. Отдали 70 местных с человека за вход, и это 100% того стоит. Вон там в конце водопад. Но чтобы до него добраться, нужно пройти вот по этому шикарнейшему подвесному мосту над пропастью. Мост длиною 350 метров, и мы на него заходим. Вот это конструкция. Но он вроде не шатается. Нормальный, да? Здесь, по крайней мере. Кстати говоря, мост называется Радужный. Это Радужный мост. Конструкция моста очень надежная, мост даже не шатается. Единственное, что видно ущелье внизу, и для тех, кто боится высоты, сюда все равно не надо. Но на самом деле просто не надо смотреть вниз. Смотрите вперед, налево и направо, или вверх. И в конце вознаграждение. Прохлада от падения воды водопада. Они, конечно, не супер мощные, но путь к ним очень даже интересный. Но, возможно, это просто мы в своей жизни видели уже очень много водопадов, поэтому нас такой может не впечатлять, но все равно он очень красивый. Самое классное, что здесь никого нет. Можно спокойно в тишине насладиться водопадом, природой вокруг и горами. Вот нам везет. Мы уже идем обратно, а люди только начинают подниматься. Опа, наконец-то я мусорку заснял. Почему здесь все чисто? Потому что такие вот мусорки ездят, пиликают, и люди сами все выносят, и во всех городах чистенько. Наша следующая цель — национальный парк Алишань, который находится высоко в горах, и мы уже мчим по серпантинной дороге, и даже здесь в горах какая она классная. Все разлиновано, все ярко, приятно ехать. Тайвань вообще удивительно зеленый. Более 70% территории острова покрыто горами и лесами, и это видно повсюду. Джунгли, бамбуковые рощи и хвойные леса. Природа здесь будто создана для того, чтобы сбежать от городского шума. Горные серпантины, леса, чайные плантации и облака, плывущие прямо по шоссе. Мы направляемся в сторону гор по живописнейшему маршруту Алишань National Scenic Area. Это одна из самых красивых дорог на острове.
Даже Всё. вот такие вот миленькие песики, хоп, бегают по дорожкам. По дороге очень много смотровых площадок, но Тайвань это не только, знаете, приехал, посмотрел на вид и уехал. Это еще и огромное количество пешеходных троп. Поэтому мы вооружились телефонами нашими и идем наверх к красивому виду. А наверху можно понаблюдать, как растет чай. Такие аккуратные плантации. Я впервые такие вижу, как все ровно по рядам. Красиво. Фу. А какие панорамы открываются с другой стороны горы. Вау! Вот туда в сторону горизонта такая приятная нежная дымка и горы в тумане. А орла видно, орла. Орел Да-да-да, вон летает. летит. Да здесь даже фонарные столбы, вот так видите, в виде чайного листа. Каждый километр можно остановиться, запарковаться и насладиться очередной чайной плантацией. Смотровые идеальные сделаны, все вылизано. А чайные плантации идеальные какие. Да, чайковские здесь нарядные, зелененькие, и так им пахнет, нужно срочно отведать. Прямо рядом со смотровой находится такая чайная кафешка, где можно отведать местные сорта чая. Внутри невероятная обстановка, так красивенько все оформлено, разные статуэтки стоят, все хочется поснимать. Как видите, здесь не просто заваривают пакетик чая, а готовят чай по старым традициям, и занимает это минимум 10 минут. На Тайване чай это не просто культура, да, или какая-то красивая традиция, как в Японии. Это такой ритуал, чтобы максимально раскрыть вкус чая. Именно поэтому его готовят очень долго и тщательно. Мы попросили с собой, вот только посмотрите, как красиво упаковали в стекле. Дали, он такой не горячий, чуть теплый. И если посмотреть, у нас вот два разных вида чая. Один черный, очень легкий такой, а второй должен быть зеленый, крепкий. Чай улун. Пробуем. Такой вообще дерзкий вот этот улун зеленый. Но знаете, вот максимально они делают так, чтобы каждый листочек раскрылся и вкус чая был максимально насыщенный. Это, конечно, не чай из пакетика. Второй чай более легкий, смотрите, даже цвет такой, да, более желтоватый. Из бутылок пьем, смешно. Это черный чай. Он легкий, но такой максимально насыщенный вкус, и послевкусие такое цветочное остается. Очень вкусные оба чая, причем разные. Представляете? Просто заварили чай, они совершенно разного вкуса. И все это с таким потрясающим видом. А чтобы чай был еще вкуснее, достаем из закромов мощную сочную булочку. Клубничную. Запиваем это чаем. Да, сразу чувствуется. То, что мы пьем в пакетиках, это такая шляпа. Даже то, что мы дома, если завариваем чай, тоже шляпа. Вот это настоящий чай. Капец, как они его готовят круто. Ты прям чувствуешь этот листочек чайный. Обалденно. Ну, за то, чтобы у всех на столах по возможности стоял только хороший чай, а не из пакетиков. После прогулки по чайным плантациям, где горный воздух насыщен ароматом улуна, самое время заглянуть в место, где можно не только попробовать местный чай, но и узнать больше о культуре народа, который его выращивает. В деревне Ююбаси живет дух народа Цоу, одного из коренных племен Тайваня. Это не просто этнопарк, а живое пространство, где традиции, песни и ремесла соседствуют с современным взглядом на сохранение культуры. Помимо домов местных жителей, их быта можно вот так вот прогуляться прямо по чайным полям, плантациям и погладить чайные листики. Какие же в деревне красивые виды на чайные плантации, на горы. Вообще так прекрасно все сделано, дорожки, можно чаю попить бесплатно. Цоу – один из коренных народов Тайваня, официально признанный правительством как одна из 16 коренных этнических групп острова. Их численность относительно невелика, около 7 тысяч человек, причем 4 тысячи человек живет именно здесь, в окрестностях Алишаня.
Ого, почти как у тебя. О, так это же я. После огромного количества выпитого чая местного. Вот так вот всегда. Только чая напился, а здесь еще одна чайная. Такое большое количество локаций для фотографий. Такие цветы яркие. Блин, вообще такая красотища. Здесь также можно посмотреть небольшое традиционное шоу. В этих выступлениях сочетаются древние обряды и современные элементы, включая танцы и песни, исполняемые молодыми артистами из племени Цоу. И на этом шоу одни мы бледнолицые. Все местные. Приготовьтесь, что ничего не понятно, при этом все равно интересно. Причем некоторые представители племени очень талантливы, им бы на круизе петь. На полпути в Алишань находится еще один маленький городок, называется Финциху. Здесь очень красиво и очень душно, знаете, такая влага невероятная, как будто там из-под земли все реки испаряются, весь мокрый. Вот такая атмосфера, это эти иероглифы, знаете, очень необычно. Ни в одной стране мира еще не было такой атмосферы, и там все в облаках, даже вершин гор не видно. Город находится на высоте 1400 метров. Во времена массовой вырубки леса Финчиху была главной местной железнодорожной станцией, а сейчас здесь просто туристический городок. Ну, естественно, в каждом уважающем себя городке есть рынок для туристов, где можно затариться. Я думаю, что на ночных рынках мы уже все видели, но вот такое вижу впервые. Ребята, как думаете, что это такое? Пишите в комментариях. Сквозь город проходит железная дорога, и именно в этом городе стало известно вот такое вот блюдо. Здесь оно образовалось. Называется оно баньдан. Тайваньская версия японского бенто-бокса. Здесь получается бамбук, рис, курочка, какие-то овощи, что-то красное непонятное, капусточка. Это как у нас. Идет поезд куда-нибудь в Краснодарский край, остановки, бабушки с ведрами, знаете, там ягоды, грибы, яблоки. А здесь вот такие вот боксы продаются, чтобы быстренько перекусил и поехал дальше. От города вниз ведет невероятная тропинка сквозь кедровые деревья. Здесь как будто бы в сказке. Все закрыто кронами деревьев, нет никакого солнца. И такая, знаете, полумрачная, интересная обстановка. Сюда действительно подходит именно слово «сказка», потому что такое я видел только в сказках. Знаете, когда нет ничего, чтобы напоминало о человеке, кроме этой тропинки. Натуральный лес в натуральных цветах и очень густой настил травы и папоротника у основания деревьев. И вот такие огромные камни посреди леса, заросшие зеленью. Ё-моё, я думал, что мы уже почти на финише, а здесь, оказывается, еще спуск, и нам туда вниз идти нужно. Но это безумно красиво, ребят. Я думаю, что вы сами видите, тут даже слова никак не подобрать. Что за лес вообще такой? Немножко вам инфраструктуры в ленту. Спускаешься такой уже метров на 300 вниз, хопа, и прям в лесу в центре туалет. Маршрут круговой, и он опоясывает весь город. Получается, мы спустились вниз, и сейчас мы будем подниматься обратно наверх к городу и выйдем в совершенно противоположной его части. Настолько замороченные тайваньцы. Природу не тронули и сделали такие просторы для прогулок. Одно удовольствие. Тайвань топ. А вот, собственно, и его величество бамбук. Представляете, час мы уже идем, просто чтобы взяться за бамбук.
Но на самом деле это просто очень полезная прогулка по лесу. Я бы хотел, чтобы у меня такая была рядом с нашим домом в Девяткино. Мы поднялись уже достаточно высоко в горы, и погода резко испортилась. Ну как испортилась? Просто здесь высоко очень много облаков, и мы сквозь них пытаемся пробраться на автомобиле до города Алишань. Добро пожаловать в Алишань. $110 стоит отель. Тихо, спокойно, птички поют. Вообще что-то никого нет, туристов нет. Вот наш отель, заселились. Здесь тоже никого нет. Вообще, как будто все здание целиком принадлежит только нам. А вот и поезд с собственной персоной. На улице очень свежо, 17 градусов. И буквально в 2 минутах от отеля находится главная площадь. Да, собственно, это и есть весь городок. Вокруг этой площади есть отельчики, есть рестораны, магазины. Ну, а у нас важная миссия. До 16:30 нужно купить билеты на узкоколейный поезд. В Алишань приезжают за приключениями на поезде. И самое главное, приключение начинается ночью, потому что поезд отправляется на гору для того, чтобы люди могли встретить рассвет. Мы тоже поедем на вот таком вот поезде. А вот и железнодорожная станция. To buy there, yes? Yes. Я купила билетики, стоят $150 тайваньских на человека в одну сторону. Что интересно, время отправления поезда завтра с утра на рассвет будет известно только после 16:30. Напоминаю, что билеты нужно купить до 16:30, а во сколько уезжает поезд после 16:30, вообще голова взрывается. Мы находимся на уровне облаков. Вот они, прямо перед нами, над городом. Инфраструктура городка в одном кадре. Вот даже высоко в горах, посмотрите, какая зелень слева, какие тротуары, как все очерченное, какое все яркое. Да что уж тут говорить, даже 7-Eleven есть. Здесь даже кафешки сделаны в виде вагона. Ну, как будто бы куда-то едешь в поезде. У нас сегодня на обед суп с грибами шиитаке и говядина с какими-то местными растениями, которые в горах растут. За 2 недели нахождения в Тайване я вам с уверенностью могу сказать, что с едой проблем здесь вообще нет. Везде можно поесть, и самое главное, это вся еда без специй. Натуральная еда, зелень, мясо. Нужно тебе что-то поперчить, пошел поперчил. Но изначально все вот такое, знаете, вот как мы любим. Теперь сытые и с билетами идем прогуляться по окрестностям. Алишань – это одно из самых лучших мест на Тайване для прогулок по горам. И около города есть огромное количество троп, по которым можно прогуляться. Они оборудованы и очень красивые. Одна из самых популярных троп проходит мимо старейших и самых величественных кипарисов Алишаня. На входе в парк находится старейшее дерево. Корням этого дерева более 1500 лет. И получается, оно росло поколениями. Первое поколение, затем выросло второе и третье поколение. Дерево на самом верху, ему около 300 лет. Дошли до железнодорожной станции, здесь огромное дерево, вот ствол лежит, и поезд идет, как эффектно это смотрится. Все это прямо в облачном влажном лесу. Сделана вот такая платформа, и сколько облаков там наверху. Боюсь представить, сколько этому гигантскому дереву лет. Очередной лес поражает своими масштабами и неповторимой атмосферой. Везде вот эта дымка от облаков, которые нежно так стелятся на листву вокруг деревьев. И такие тропинки крутые сделаны. Вообще грамотно ребята подходят к инфраструктуре туристической. Это что-то с чем-то. Даже эти перила взять. То есть они когда-то были новые, они из дерева. И они так эффектно покрываются мхом, там что-то плесневеет, подгнивает, а? Вот видите, мох образовывается, и все это идеально вписывается в эту природу, совсем ее не испортив. А еще эти парки – идеальное место для ходьбы и занятий спортом. Ты идешь,
бесконечно поднимаясь вверх, сразу же наслаждаешься и сжигаешь калории. Такие мощные стволы, улетающие прямо в небо. Надеюсь, вам теперь понятно, да? Какой толщины деревья. Это примерно 25 толщин Елизаветы толщин. Тропа с деревьями вывела нас к такому храму. Он считается самым высокогорным здесь, в Тайване. Находится на высоте 2150 метров. И что самое интересное, прямо здесь вот разные кафешки, рестораны. Можно себе кофе купить, чай, что-нибудь съесть. Сидишь на скамеечке и наслаждаешься видом на храм. Короче, если вы любите природу, дышать свежим лесным воздухом, много подниматься вверх, вниз, спорт, ЗОЖ, обязательно прилетайте на Тайвань. Здесь этого вот столько вот. Остатки былой лесной цивилизации. Вот это, походу, самое крутое дерево, которое здесь есть. Вы посмотрите, образовалась целая арка. Чудо природы. Ходить по тропам — это, конечно, хорошо, но давайте не будем забывать, зачем мы сюда приехали. Ради рассвета в горах. 4 утра, мы уже на станции, садимся на поезд. Короче, мы будем ехать стоя, потому что, смотрите, сколько желающих отправиться на рассвет в вагоне. Поезд шел 25 минут, толпа туристов вываливает и идет на площадку, где будет встречать рассвет. Прошел ровно час, мы уже на смотровой, ждем солнышко. Наш лайфхак был в том, чтобы, когда поезд прибывает, пойти на самую дальнюю смотровую. Она примерно в 500 метрах от платформы. Направо нужно идти, минут 10, очень быстро. И сейчас мы хотим вернуться на первую станцию. Вот выходишь из поезда и сразу смотровая, где весь поезд и стоит. Не зря мы ходили 500 метров, потому что на этой площадке гораздо больше людей. Ну и вид, конечно, не тот, что был там. В интернете такие фотографии. Ты стоишь на вершине, а там покрывало из облаков, и за этим сюда и приезжают на поезде. Я так понимаю, что не повезло. Как бы рассвет рассветом, но покрывала из облаков нету. Зато есть огромное количество еды. Мужичок готовит дрип, кофе, алишанский. А тут какая вкуснота. Блинчики, супчик тебе можно сделать, разное мясо на шпажках. И женщина такая приветливая. Ай. Были рассветы в нашей жизни и получше, но нужно наслаждаться любым рассветом. Время 6 утра, и солнышко наконец-то вышло и согревает нас теплыми лучами. Такое ощущение, что мы сейчас отправляемся куда-то в замок Хогвартс, да? Маленький красивый вот поезд. В таком поезде. Получается, здесь на смотровой где-то 1,5 часа, да, мы провели, и поезд едет обратно. Тот же самый, который сюда и приехал. После рассвета мы покидаем горы и направляемся в следующий пункт нашего маршрута, расположенный примерно в 170 километрах от Алишаня. Добро пожаловать в третий по величине город на Тайване. Называется он Гаосюн. Выбор отеля шикарный. Взялись с парковочкой, запарковались, и можно идти исследовать город. Шикарная душевая с туалетом. А еще в комплекте с номером идут вкусняшки, напитки, печеньки, чай и кофе. После горной деревни самое то, 9-й этаж. Опа! Неотъемлемая часть любого города на Тайване — это, конечно же, байки. Все-таки Азия, здесь огромное количество мотобайков.
но они никаким образом не заполняют города. В городах никогда за все время наших путешествий, вот мы уже едем больше 2 недель, ни разу не было пробок. И сами тротуары, где люди ходят, здесь тоже байки никак не мешают, в отличие от других азиатских стран. Смотрите, как они аккуратно расставлены и какие просторы. Велосипеды. Короче, всему транспорту и всем людям есть места в этих городах. Вот что интересно, автомобили полиции во всех странах в одной и той же раскраске. Никогда не перепутаешь. Город является городом велосипедистов, потому что он плоский и огромное количество велосипедных дорожек. Удивительно, как Starbucks себе здания подбирают. Вот смотришь, да, казалось бы, что-то может быть, а это Starbucks. Прогулка привела нас к арт-пространству Пирс номер 2. Это был когда-то заброшенный район, а сегодня он превратился в крупнейший в городе центр современного уличного искусства. На месте унылых складов работают выставки, а вместо железной дороги проложили велосипедные дорожки. Между всеми складами и зданиями стоят гигантские инсталляции от железных роботов до абстрактных скульптур. Можно ненадолго залипнуть в фотозонах или просто понаблюдать за уличными артистами. Danger Electric. Очень опасно, но судя по этим мордашкам, как будто бы сюда можно сесть, но лучше не рисковать. Памятник современному обществу. Всех телефонах. Ой. А ты что там делаешь? Переписываюсь с тобой. Лизун, ты что делаешь? Кстати, трамвай, который вы сейчас видели, имеет круговой маршрут и объезжает все главные достопримечательности в городе. И чтобы на нем прокатиться, мы пользуемся теми же самыми карточками метро, которые купили еще в первый день нашего приезда на Тайвань. Это место, где можно спрятаться от жары на улице, потому что здесь работает кондиционер. Так классно. Я готова просто по кругу кататься весь день. Мы забрались на самый верх. Здесь такая надпись «Love» и видно весь город. Город как на ладони. И с правой стороны порт с кораблями, потому что город портовый. И хочу вам сказать, что жара невыносимая. То есть сейчас 35 градусов. Мы когда прилетели на Тайвань, было 25. Мы думали, так и будет до конца путешествия, но, видимо, все. У погоды другие планы, чтобы мы потели как свиньи. На горизонте, кстати, виднеется город-остров. На него можно загонять на паромчике, но мы решили не ехать. Просто, чтобы вы понимали, ребята, это лютая жесть. Вот это и вот это вот. Короче, если поедете на Тайвань, смотрите, чтобы не было больше 30 градусов по погоде. То есть вот до этого было 25, вообще идеальная погода была. Сейчас все уже смотришь, уже аж сознание теряешь от жары. Здесь на смотровой есть такой плакат красивый, где можно почитать, какие где здания находятся. И сейчас прекрасная видимость, видно все небоскребы города. Помимо небоскребов есть также вот такие вот своеобразные дома местных жителей. Если не знать, где это, наверное, вы подумаете, что мы сквозь какие-то трущобы пробираемся. Но учитывая максимальную безопасность для туристов этого города, это просто вот такие квартальчики на горах. Есть даже вот такие улочки, сушится белье, 2-3-этажные дома, огромное количество кондиционеров. Кажется даже, как будто бы ты не на Тайване, а где-то в какой-то стране Азии, в бедном городе. Но нет, это не так. Одной из достопримечательностей города является старый тоннель сквозь гору. И он ведет прямо к пляжу. И я срочно бы, наверное, даже искупался, но у меня с собой купальника нет. Шорт, точнее, плавательных. Индустриальный город и, как получилось, индустриальный пляж. Черный такой мелкий песочек. Ну и, собственно, смотришь на эту воду, рядом заводы,
что-то купаться вообще ни малейшего желания не возникает. Лучше отправиться куда-нибудь посмотреть что-нибудь в городе. Зато вон там на горизонте виндсерферы катаются. Им нормально, купаться не надо. Озеро Лотосов – настоящая визитная карточка Гаосюна. И здесь находятся совершенно потрясающие две пагоды. Это пагода дракона и пагода тигра. Причем нужно заходить сначала в пагоду дракона, впасть прямо и выходить из пасти тигра. Тогда считается, что это привлечет удачу и избавит от бед. Залетаем в дракона и, естественно, нужно еще подняться вон туда, наверх башни. А внутри пасти-то, смотрите, как красиво. Это барельефы, видимо, какие-то священные, относящиеся к религии. Но тут надо разбираться, ребят. Но смотрится это очень красиво. Работа проделана колоссальная. А еще с самого верха башни видно вейк-парк с видом на город. Покататься можно, спортом заняться. Первый этап очищения от бед пройден. Привлечение удачи. Вот видите, каким все это трудом дается. А ты будешь в каждом кадре свою футболку показывать? Да, чтобы люди знали, что я мучаюсь, страдаю, очищаюсь от бед. Самая главная беда – это ты. Поднимаемся на еще одну башню в плюс 35 градусов. Это Тайвань на выживание. Лицо попроще. 6 этажей всего лишь. Но как ни крути, даже несмотря на жару, наверх поднимаешься, смотрите, какой красивый вид на озеро открывается и пагоды. Я все понял. Не только этот храм, весь город меня очистил. Все негативное, что было у меня в жизни и во мне, оно сейчас на футболке. Вот с этой стороны и стой. Видите, это все не просто так компот показывал. Это все поэтому. Это священный город. Аж даже дышать легче стало. До меня дошло, ребятки. Вы видите это озеро? Так это все пот людей и все их беды, они остаются в этом озере. Охренеть. Поэтому приезжайте сюда, ребятки. И все свои беды здесь оставляете, и ваша жизнь наладится. Само озеро – это целый культурный комплекс, на котором расположены еще пагоды, различные большие статуи. И в целом очень красивое место для прогулок. Когда солнце садится и спадает жара, а я переодеваю футболку, у города начинается новая жизнь, ночная жизнь, и мы с вами прибыли на один из самых известных ночных рынков еды этого города. Здесь у нас готовится жидкий суп с рисом. Вот тут вот жижа наливается. Выбирайте себе разные морепродукты. Называется он конги. Вот так вот получается. Стоит 150. Как и на всех рынках, под них выделяется огромное количество пространства в городах. И вот это вот слева все, наверное, лавок штук 100. И справа все лавки с едой. Берем сахарное яблоко за 100 тайваньских долларов. Это получается такая коробочка уже нарезанная. То есть яблоки вот такие вот сочные, в сеточке лежат. Но мы решили прямо из холодильника взять нарезанные. И будем сейчас пробовать. Вот так выглядит. Ну давай, погнали. Сахарное яблоко, холодное, освежающее. 30-градусную жару. Есть косточка. Вкусно? Как у арбуза. Такое сладкое. Обалденный вкус. Ни с чем не сравним. Очень мягкая консистенция. Это очень вкусно. Обалденно. Холодная и очень сладкая. А это же знаменитые сосиски в рисовой так называемой булке. То есть не из теста сделано, а булочка делается из риса, а в нее же запаковывается сосиска. Мы такое пробовали в нашем первом выпуске. Что тут такое? Колбаски раздают, да? Попробовать можно? Копченые, получается, свиное. На шпажку. Ну, то есть вот смотрите, разные колбаски, вот такие есть, вот такие, и их все можно попробовать. Понравилось, тебе упаковали, забрал с собой. Очень вкусно, попробуй. На этих рынках можно объесться, ничего не покупая. Там попробовал, здесь попробовал. Ну такое, вкусное, но явно не полезное. Булочки в тандыре, такой вот металлический тандыр тайваньский. И булочки упаковываются в пакетики, вот они, сдобные. Для тех, кто соскучился по шашлыкам, пожалуйста, в Тайване даже есть шашлычная прямо на улице. Выбираете нужный вам шашлычок, он здесь на вертящемся мангале
крутится, вертится, готовится. Креветочки на гриле. И креветочки, которые скоро попадут на гриль. 5 устриц за 100 тайваньских долларов. Знаменитый тайваньский чай Bubble Tea. Извините, пожалуйста, что у вас здесь такое продается? Вроде бы яркое, красивое, вот так вот ближе камеру подносишь и свои глаза, и так вот думаешь, наверное, это лучше не есть. И вот это, наверное, тоже лучше не пробовать. Кто у нас самый внимательный? Откуда этот кусочек мяса? Кто помнит, ребята? Это было в музее. Естественно, бесконечные ряды игровых автоматов. Ни один рынок не обходится без этого. О, а это же знаменитые шарики в масле, в жире. Очень вкусные, но холестерина там достаточно. Чем-то мне этот рынок напоминает тайские рынки. Какая-то у него такая тайская, что ли, инфраструктура. До этого рынки, которые мы посещали, они были совершенно другие. Ребрышки аппетитные на гриле, кукурузка вареная. Уточка когда-то плавала, а теперь лежит вот здесь. Как красиво все разложено по тарелочкам. Можно выбрать, какую ты себе хочешь порцию. А я тут заприметил кое-что необычное. Опа! Вот такого еще не было у нас в видео. Лягушечки. Здесь все берешь, и вон там присаживаешься, тебе готовят и наслаждаешься едой местной. Фруктовые шейки со льдом. Кстати, достаточно большой выбор фруктов и овощей, из которых вам могут сделать фруктовые или овощные шейки. И, кстати говоря, вот этот фрукт, мы ни разу не видели его в разрезе. Вот он как смотрится. Кальмарчики свежие, ракушечки разнообразные. Это не первый рынок на нашем путешествии, это уже, наверное, 10-й. И какой вывод мы сделали? На каждом рынке есть определенный набор продуктов. Это тайваньские такие спешл-блюда, которые можно попробовать. И если нам еще вначале говорили, что только на этом рынке, только больше нигде в Тайване, врут ребята. Вот это стоят огромные очереди к каким-то раскрученным палаткам. Да, возможно, это что-то оригинальное, придумано давно, но каждое тайваньское блюдо можно попробовать на любом рынке Тайваня. Слушайте, они так все красиво раскладывают. Вот сюда опасно приходить голодным. Хочется все скупить. Все эти вот кальмары на палочках, все это вот жареное. В кляре креветочки разнообразные. Набор из свинюшки и овощей. Я так понимаю, что вот этот вот рулет, это мясо, в которое все закручено, внутри овощи. Это именно свинюшка. Готовится она вон там. Она нам любезно предложила попробовать. Вот немножко отрезала, сейчас приготовит. Thank you. Опа! А ну-ка зацените, смотрите. Я же говорю, можно ничего не покупая на рынке объесться. Thank you. 2 штуки я ждала. Вон там лучочек. Так, мы пробуем. Это свинина, внутри лук. Порей. Вкусно? Это очень вкусно. Зачем покупать, если я наелся уже? Я вот не понимаю. А можно узнать, где вы такие вот кальмары ловите? Потому что, ладно, вот это вот кальмар. С ним все понятно. Но что вот это вот за монстры? Это что за трубы кальмаровые? Беру кальмары, вот эти вот жареные, очень вкусные. Смотрите, вот такая прям, я не знаю, что это нога, кусок кальмара. Слушай, я вот руку вот так вот сверху положил, чтобы вы понимали. Огромные кусищи кальмара. Кусищи прям, да. То есть сейчас она их разрежет, получается, да, в коробочку положит? в коробочку и все. Вот таким образом кальмарчик разрезается ножницами. Есть лучше прямо здесь, пока горячий. Такая сочная коробочка в кляре. Очень вкусная еда, но, блин, ни разу не полезная, да? Вообще не полезная. Получается, такая вся в кляре, жареная. Как местные-то говорят, что они на рынок ходят раз в неделю. Потому что не знают, что еда вредная. Они все питаются очень правильно, но раз в неделю позволяют себе сходить на рынок и побаловаться гадостями. Ну, вкусно. Это вообще законно, что вот такие кальмары могут лежать в лавке? Это что за монстры вообще? Они гигантские. Моя рука вот здесь, вот он. 2 мои ладошки, наверное, даже если, или 3. Целый завод по производству шашлычков на шпажках. Все виды мяса, которые только существуют в Тайване, походу. Что касается массажей, то они здесь не на каждом шагу, но имеются. Мы проверяли, массаж делают отменно. Лучше, чем в Тае, вот массаж ног конкретно. Мне еще очень нравятся вот эти вот
тайваньско-китайские фонарики, которые украшают лавки. Прям вот они манят к себе. Зайди, купи что-нибудь. Зацените, какие пирожки или печеньки, как это называть, получается. А внутри там начинка. Вот есть с орео, а есть с кукурузой. Все это обжаривается, и вот такие вот штуки выходят. Была найдена клубничная кока-кола. В первый раз такую видим. В Севене продается. И, между прочим, в Севене, как на рынке, вон яйца еще варятся, можно взять. Вкус похож на сладкую жвачку. Бумер из детства? Я знаю, какой вкус фрутелла клубничная, да? Реально как в Таиланде, смотри, вот до этого рынки были, там алкоголь не продавался, а здесь алкогольная лавочка. Вот такой вот кот заманивает мощный: возьми у меня алкоголь, отрави свою душу и жизнь, брат, повеселись, слушай, да. Мне кажется, на этом рынке самый большой выбор морепродуктов, который был на всех рынках до этого у нас на Тайване. Вот, например, лангусты, покрытые сыром расплавленным, много разных ракушечек. И бедный крабик, вы посмотрите. Его скоро кто-то съест. Так понятно теперь все, потому что город находится у моря. Ну тогда, Это ж портовый город. Чувствуешь запах? Фу, Ты никогда не пропустишь эту лавочку. Да. Никогда, ребята. Запах вонючего тофу мы запомним на всю жизнь. Давай, Василий, давай, скидывай его. Скидывай, давай. О, почти, смотри, почти в дырку упал. Нужно срочно десятку. Срочно еще десятку. Он наркоман, посмотрите на нее. 5. Игровой. Что это 10? Так, давай. Итак, опускаем. А он специально настроен. Подстава Что он какая-то, туда да? кидает, видел? Подстава. Видишь, здесь должна упасть сюда. Кидай еще одну, давай пробуем. Так, давай, ага. Опускаем. Вот так? Давай, да. Все, сейчас выиграем точно быстрее, давай. Ну вот. Это специально сделано. Для ложков, вроде тебя. Блин. Во многих путеводителях написано, что в этом городе находится самая красивая станция метро. Вот, Формоса Бульвар Стейшн. Мы пришли прямо с рынка проверять. Мы что, в космос отправляемся? Это космическая станция? Не, это спуск в бункер. На съемке 3-го сезона. Вау, вот это метро. Спустились по эскалатору. Здесь в центре 2 столба, а сверху такая мозаика красивая. Все это подсвечивается. Обалденно. Это «Купол света», крупнейшее в мире стеклянное мозаичное произведение диаметром 30 метров. Оно создано итальянским художником из 4500 стеклянных панелей. Это произведение создавалось более 4,5 лет, и это не только визуальный фокус, но и художественный шедевр, символизирующий зарождение, рост, славу и разрушение Вселенной. Привлекает сюда туристов со всего мира. Снаружи метро не менее грандиозно в виде 4 ракушек. Еще одно местечко, которое нельзя пропустить, находится немножко за городом и является крупнейшим буддийским комплексом на Тайване. Мы сейчас на входе стоим. То есть мы с вами находимся вот здесь. Нам нужно через весь парк, через весь комплекс дойти до самого большого Будды. Это невероятно грандиозно. Широкая дорога, растут цветы, зелень и 8 пагод. А в конце восседает Будда на фоне облаков. Очень красиво. Невозможно передать эмоции. Вот такие вот они. Что это вообще? Вот буддисты дают, да? Такие гигантские храмы. Обалдеть. Очень красиво. Делай хорошие дела, говори хорошие слова и имей хорошие намерения. Будда плохого не посоветует. Масштабы этого комплекса и Будды просто невозможно передать на камеру. Но поверьте нам, он огромный. У основания Будды внизу можно загадать желание,
написать его вот на таких вот открыточках, сердечках и здесь повесить. После посещения величественного комплекса с гигантской статуей Будды мы продолжаем наше путешествие на юг Тайваня. Следующая остановка – Кентинг, тропический уголок, известный своими живописными пляжами. Здесь мы заселились в небольшой отельчик с хорошим номером и видом на море. Судя по тому, что я впервые наделаю кроксы, мы с вами прибыли на самый главный курорт этого острова. Называется он Кентинг. Знаете, есть Барби-ленд, а есть Кентинг, и он находится здесь, на Тайване. Кентинг – это маленький, уютный туристический городок на юге острова. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, шикарные дороги, кафе, бары, рестораны и даже можно арендовать байк. И вот она красота, которой у нас давно уже не было. Все города да города, небоскребы. А тут проходишь сквозь заросли, мы припарковались. И какая красотища, какой цвет воды. На пляже вообще нет людей. Вот это я понимаю. Эксклюзивный курорт на острове Тайвань. Вода невероятно прозрачная. Вы посмотрите на это. Конечно, людей нет, никто ее не баламутит. Давай, давай, давай. Да. Водичка, знаете, не супер теплая, да, но такая нормальная. Просто до этого были 2 дня дожди. Купаться можно, рекомендовано. Кстати, обратите внимание, что здесь, как и в Китае, такие загончики, да, огороженные места, где можно купаться. То есть на всем пляже нельзя купаться. Можно купаться только в 2 таких загонах, их 2. Один и другой на другой стороне пляжа. А все остальное место просто свободно. И сидят смотрители, чтобы никто не купался там, где нельзя. Но самый кайф в том, что здесь нет людей. Ты приезжаешь на пляж, весь пляж твой, вся водичка твоя. Кайфуй, отдыхай. Полное уединение, роскошный отдых. Так и хочется сказать, это вам не Таиланд, это вам не Пхукет. А песочек-то на пляже, посмотрите какой. Он не супер мелкий, но вот такой вот. Естественно, это не галька, приятно по нему ходить. И получается с такими вкраплениями камушек и ракушек. Обожаю такие пляжи, где есть места, куда можно отойти, залезть куда-нибудь в скалы и вообще остаться одному. Еще и насладиться видом на пляж. Ну, типа, он клево смотрится сквозь скалы. В мире с каждым годом все меньше и меньше пляжей, где можно вот так вот, абсолютно одному, ну, буквально человек 10 и все. Ты здесь один находишься. Я думаю, что сюда люди в ближайшее время не поедут. Слишком далеко, слишком сложно, поэтому, ребята, у кого есть возможность и желание, пожалуйста, приползайте на Тайвань. Естественно, вдоль береговой линии много разных пляжей. Мы с вами были на идеальном, без людей, без парковок. Здесь же, видите, уже вот такая береговая линия с парковочными местами. И если мы с вами камеру повернем, огромное количество зонтиков, шезлонги, стулья, где можно посидеть в тенечке. И на горизонте огромное количество водных видов развлечений. Естественно, лучше выбирать пляж, где мы с вами только что были, а разница буквально на машине 1 минута. Так как мы находимся прямо на берегу, здесь популярны морепродукты. Мы зашли в японский ресторан, и это все набор сашими. Посмотрите, большая порция. Получается тунец, лосось, еще какая-то рыба. Это вообще похоже на селедку с икорочкой. А еще кальмары, еще свежие кальмары нарезанные. Вот это у меня сейчас слюновыделение мощное было. Все это макаем в соевый соус. Огонь, свежайшая рыбка. А есть еще маленькая порция. Это большая порция, а это маленькая порция для Елизаветы. Потому что как будто в Японии. На заднем фоне эти фонарики. Если камеру влево-вправо не поворачивать, мы в Японии.
Также здесь делают нигири. Нигири – это суши, сверху рыба, а внизу рис. И все, больше ничего нет. Но единственное, что здесь, как в Японии, кладут еще васаби прямо внутрь сразу. То есть не вы контролируете степень васаби, а они прям сразу кладут, и получается очень, так знаете, По-японски. бодряще. Кентинг находится на самом юге острова, и здесь есть самая южная точка, о чем нам рассказывает вот такой вот маяк. Но было бы очень просто, если бы здесь, стоял маяк и все. Естественно, здесь целый парк, да еще и с платным входом. 60 тайваньских долларов на одного человека. И помимо маяка тут какие-то статуи, очень красивый вид на море, на горы вокруг. Видно, что остров вулканического происхождения, когда-то здесь все извергалось, сотрясалась земля, и остров возвысился над океаном. А если пройти чуть дальше маяка, то можно попасть прямо на самую-самую-самую-самую южную точку острова. Здесь установлена стелла красивая. Да, вот знак. И вот здесь сам знак. То есть мы с вами находимся вот здесь, рядышком с маяком, но чуть южнее. Да, самая южная точка. Самая южная точка. Нужно вот так сделать просто. Мы добрались до самой южной точки. Помнишь, мы были на самой северной, Да. а это самая южная. Круто. Катаемся вдоль побережья, на пляжах накупались и едем дальше до смотровых. Вот такая вот дорога красивая. Такие яркие желтые полосы. Я до сих пор от них в восторге. Вот это, дороги. Буквально 10 минут езды на автомобиле от нашего отеля, и ты уже гуляешь по живописным тропинкам. Вот теперь с уверенностью можно сказать, что мы действительно на самом юге острова. Как круто сочетается этот оранжево-желтый песок с бирюзово-синими оттенками. И дует ветер. Как будто какую-то миссию выполнил. Вы когда-нибудь видели знак, где нарисован крабик дорожный? Пожалуйста. Очень необычно. Но погода на курорте не всегда солнечная. Чем-то напоминает скандинавские страны. Такой мощный ветер дует, все сдувает. Море, красивые пейзажи. Только все не солнечное, мрачное, но зеленое, суровое и красивое. Оставляем позади Кентинг, пролетаем маленькие городки и оказываемся на западе острова. Следующее место, которое точно нельзя пропустить на Тайване, это бульвар Мистера Брауна. Это вот такие вот огромные зеленые рисовые поля с видом на горы, какое-то необъятное пространство. Но для того, чтобы его исследовать, нужен транспорт. И мы взяли вот такую, карета, похожа на карету. Тайваньская карета за 600 местных на весь день. Не-не-не-не-не. Но она еще и электрическая. Сделано несколько маршрутов и несколько точек остановок. Такие красивые смотровые, качельки, разные фигуры поставлены, можно кататься, фоткаться. В это место желательно приезжать с солнышком, потому что рис такого красивого зеленого цвета, как будто его отфотошопили. Очень крутое, классное место, тихое. Со стороны все это смотрится очень забавно. Такой малюсенький вид транспорта и такие зеленые поля. Это максимальная скорость, кстати. Больше нельзя. На самом деле вот такая вот низкая скорость сделана здесь неспроста, потому что всем этим нужно успевать наслаждаться. Если быстро гнать, то все мимо пролетит и не успеешь кайфануть. А так едешь, какая скорость, как думаешь? Километров 10, наверное, 10? Да? 10 километров в час, да.
и кайфуешь. Столько много здесь разных точек, где можно остановиться, даже подняться наверх, забраться и увидеть, как орошаются эти рисовые поля. Вот эта вот история по всем полям, вот так вот, как паутина. И именно поэтому, посмотрите, какая зелень. Водичка питает рис. Потому что даже на Бали таких рисовых полей нету. Это что такое? Какое-то безумие. Действительно, как будто бы фотошоп, нейросеть. Мы все время наблюдаем рисовые поля и рис в целом, ну, как-то со стороны и в масштабах поля. А вот когда рядышком прям вот так вот приближаешься к этому рису, это что вообще за растение такое? Колосится здесь на ветру, а потом мы с вами едим вкуснейшие роллы. Двигаемся дальше вдоль восточного побережья. Мы едем по потрясающе красивой дороге. Она идет вдоль моря. Очень красивая, очень длинная. И встречаются вот такие места. Смотровые парки. Сейчас, например, мы приехали на место. Это мост в виде дракона. И он соединяет материк с небольшим островком. Почти все люди ходят здесь с зонтами, потому что ядерное солнце, 35 градусов. На пляжах вообще никого нету, кто загорает. Только мы случайно сюда заблудшие души такие прилетели. Полетели в Тайвань. Беленькие. Да. Зонтик, конечно, бы не помешал. А есть вот такие вот места, не меньше, чем Гавайи. Вид потрясающий на природу и огромные камни. Природа, наверное, тысячелетиями ваяла вот эту всю красоту. Даже немножко опасненько. И когда прилив, здесь огромные волны. Опасно даже заходить, в принципе, даже сюда. Сейчас такой небольшой отлив. Очень красиво. Лунный пейзаж. Прогулки по таким местам отнимают очень много энергии, поэтому надо подкрепиться. На Тайване очень популярное заведение вот такого вот плана. Приходишь, занимаешь места, и вот таким вот образом тут катаются роллы, сашими, суши. Можешь все брать прямо вот отсюда с конвейера, и у каждой тарелочки есть своя стоимость. В зависимости от цвета вы платите. Помимо того, что можно брать тарелочки, можно еще отсканировать QR-код, и здесь целое меню. Есть горячие разные вон супы, блюда. Мы, допустим, заказываем мисо-суп, тут очень вкусный. Мы заказали себе мисо-суп, и, собственно, вот на таком вот поезде он приезжает. Один из самых вкусных мисо-супов, потому что он такой наваристый, здесь еще рыбка, как будто бы уха. Сидишь такой, смотришь, так, что бы взять? Что бы взять? О, я знаю, что возьму. Я возьму лососевые. Вот так открываешь и прямо отсюда берешь, соус закидываешь и ешь свежайшую рыбку с рисом. Самый богатый. Черная тарелка самая дорогая. О, да. Это как произведение искусства. Только что его приготовил шеф-повар. Тарелочки, я смотрю, прибавляются. Останавливаться некогда. В ход пошли креветочки. Я думаю, что пора завершать. У нас вот столько вот тарелок, посмотрите. Это последнее. Все, хватит уже есть. Невозможно остановиться. Лосось с редиской, вроде бы как местной, натертой. Но в целом сюда выгодно ходить. Не так дорого. И вот ты ешь, пока не наешься. Такой, я наелся, все, больше не нужно. Порционно, понемножечку. По кусочечкам, по маленьким. А Лиза завершает элитным блюдом за 100 местных. Рис, посыпанный икрой. Аккуратненько все заворачивается в норе. О, май гарабл. Объелись, потратили 1130 на двоих. У нас было тарелок больше 20. Одной из жемчужин Тайваня является ущелье Тарока. Это так называемое мраморное ущелье, которое тянется сквозь горы восточного побережья и уходит вглубь на 19 километров. Но есть, ребята, один нюанс. Закрыто.
В 2024 году в апреле произошло землетрясение. Здесь разрушились все тропы, здесь огромное количество пешеходных маршрутов, обрушились дороги, пострадали храмы и вообще, в принципе, закрыт теперь въезд. То есть можно въехать только до входа и дальше, к сожалению, не пропускают. Везде стоят таблички, ведутся ремонтные работы и, к сожалению, мы не можем проехать ни до храма, вообще никуда. Не знаем, как нам это удалось, но мы уболтали бабушку, которая охраняла тоннель. Она, видимо, посмотрела, что мы туристы, а туристов здесь мало, и мы абсолютно одни мчим по дороге по низу этого каньона. Обалденная красотища. А вот и последствия. Видите, вот она дорога. Тут еще все ремонтируется. Все обвалилось, но мы едем. Да, стройка полным ходом, восстановление дороги. Каньон невероятно красивый. Ребята, приезжайте, когда закончится ремонт. Немножко запрещеночки на Тайване у нас получилось. Вот одни. Вообще очень круто. А обратили внимание на эти великолепные прожилочки? Природа тысячелетиями здесь создавала такие гигантские горы. И действительно смотрится как мрамор. Эти камни так опасно надвисают над автомобилем. Становится страшновато. Доехали до конца, и оказалось, что не одни мы счастливчики, а еще вон там на дереве сидит обезьяна. А вообще здесь обезьяна не одна, тут их целое семейство в этом каньоне живет. Не забывайте мазаться SPF на Тайване, а то будете как эта обгорелая обезьяна. Мы проехали вглубь 19 километров по каньону, и, как оказалось, здесь нормальная такая инфраструктура, и плакаты установлены, и карта, и мосты. Там вообще, видимо, по лестнице можно забраться на вершину, где установлен храм, но это еще не все. Имеются парковки, шикарный асфальт постелен, и даже место, где можно поесть. Идем на подъем к храму, а здесь орудует обезьяна. Что-то доедает. Все понятно, это велосипедист приехал, это сумка багажная, а обезьяна ее раскочегарила и все туда ворует. Смотрите, а чувака нет сейчас. Шарит, как молнию открывать. Сейчас откроет, посмотрит, что там у чувака. Нормально вообще. И все стоят, снимают, как она все вытаскивает оттуда. Блин. Бедный чувак. В комментариях люди напишут, могли бы помочь, отпугнуть обезьяну. Но, между прочим, Лиза помогает. Ждем, когда обезьяна уйдет, все обратно запихнем. О, она нашла чипсы. Бедный чувак. Даже еду у него украли. Все. Двигаемся дальше после обезьянки по живописному мосту к храму наверху. На самом верху шикарнейший вид. Стоит пагода, очень красиво в китайском стиле. И храм. Фонарики, подношения. Храм, кстати, рабочий. После величественного ущелья Тарока мы завершаем наш маршрут в Тайбэе. Это столица острова.
Получилось у нас за 20 дней проехать чуть больше 2000 километров. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и новыми открытиями. Тайвань очень понравился. И современные небоскребы, технологии, и горы, и море можно покупаться. И что самое главное для меня, шикарная еда. Вот эти ночные, вечерние рынки еды. Что-то невероятное. Сочетание потрясающее. Но на самом деле, если у вас всего 2 недели, то вы можете отделаться западной частью острова. Здесь в целом все имеется, что нужно посмотреть. На восточную в целом можно время не тратить, но если у вас есть месяц, как у нас, то можно и восточную зацепить. Да, надеюсь, что вам также понравилось, как и нам. Обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, нам будет очень приятно почитать. Подписывайтесь на наш канал, на подписывайтесь на наши социальные сети, да, телега моя, телега наша общая. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока, увидимся в новых странах. Всем пока!